Добро пожаловать в первый парадокс. Давайте начнем с простого, но заставляющего задуматься вопроса. Как можно сказать? Это парадокс, который живет в тишине, трюк, который кажется слишком бесполезным, чтобы работать. И все же он может перевернуть разговор с ног на голову. Подумайте об этом. Вы задаете кому-то сложный вопрос. Почему вы солгали? Или что вы от меня скрываете? И затем вы замолкаете. Просто. Никаких слов. Ни спасения, ни смягчения удара, ни заполнения паузы. Только тишина. Ничто и все. Паузы молчания. Смотрите. И тут происходит нечто странное. Эта тишина начинает говорить громко. Не вам, а им. Их разум начинает работать. Почему он ничего не говорит? О чем она сейчас думает? Мне нужно что-то добавить. Мозг ненавидит эту неопределенность. Он паникует, тишина затягивается, становится неловкой, неудобной, невыносимой. И вдруг они начинают говорить, объяснять, признаваться, изливать душу. Вы даже не пошевелились, не повысили голос, просто замолчали. Вот в чем парадокс. Вы все контролировали, ничего не делая. Это нелогично. Нас учат быть напористыми, отстаивать свою точку зрения, заполнять паузы логикой, аргументами и огнем. Но это наоборот. Это сдержанность. А сдержанность не кажется сильной, пока вы ее не используете. Вот почему этот парадокс так глубоко проникает в сознание. Молчание не означает ничего. Оно означает ожидание. А ожидание заставляет людей задуматься. Люди заполняют пробелы, придают смысл. Они предполагают осуждение, неодобрение, любопытство, угрозу. А вы просто сделали паузу, и они пережили бурю. Вот в чем настоящая хитрость. Чем меньше вы говорите, тем больше они слышат. Это и есть инверсия. Мы верим, что чтобы быть услышанными, мы должны говорить больше. Но на самом деле человеческий мозг ненавидит неопределенность. Он жаждет ясности. Так что если вы зададите кому-то острый вопрос и сделаете паузу, их разум не успокоится, пока вы не продолжите. Вот тогда правда и выплывет наружу. Это как будто поднести зеркало, но не физическое, а мысленное. Пауза отражает их мысли, и в этом отражении правда становится громче. Они начинают отвечать на вопросы, которые вы даже не задавали. Их разум говорит: «Мне нужно нарушить эту тишину. Мне нужно объясниться. Мне нужно защитить себя». И тогда они раскрываются. Паузы в разговоре – это не уловка. Это точка давления. Важно то, что происходит после паузы. Вопрос ранит. Пауза усиливает его. Как барабанная дробь, вы слышите не только удар, но и эхо. А теперь давайте копнем глубже. Почему молчание обладает такой силой? Потому что в обществе молчание редкость. Мы привыкли к шуму. Мы заполняем каждую паузу чем-то. Словами, шутками, объяснениями, защитой. Поэтому, когда кто-то решается замолчать, правила меняются. Это сигнализирует о контроле, уверенности, спокойствии. И нет ничего более пугающего, чем человек, который абсолютно спокоен в напряженной ситуации. Это как в покере. Парень, который никогда не моргает, не ерзает, просто молча смотрит на тебя после смелого хода. Вот кого стоит бояться. Потому что ты не знаешь, о чем он думает. Вот что делает пауза. Она создает тайну, а тайна всегда приводит к действию. Вам даже не нужно ничего делать. Они сделают это сами. Но вот что интересно. Люди часто думают, что разговор дает им контроль. Но настоящий контроль в том, что вы не говорите. Молчание становится преимуществом. Пауза становится испытанием. Будут ли они сохранять спокойствие? Будут ли они защищаться? Они могут случайно проговориться. Вы узнаете правду не тогда, когда будете давить на них, а когда отступите. Это как рыбалка. Вы не сразу дергаете удочку. Вы ждете, вы чувствуете, вы даете им время. Пауза – это напряжение, а напряжение всегда ищет выход.
И этот выход – слова. Это всего лишь слова. Но не поймите меня неправильно. Молчание – это не пассивность, это активность. Это намеренное действие, хирургическое вмешательство. Вы замолкаете не потому, что вам нечего сказать, а потому, что им есть что сказать, и вы даете им возможность высказаться. Вот почему пауза – это так парадоксально. Она громкая в своей тишине, агрессивная в своем спокойствии, властная в своей утонченности. Мир учит нас быстро реагировать, часто говорить и брать ситуацию под контроль силой. Пауза меняет это. Вы контролируете ситуацию, сдерживая себя, вы используете тишину как оружие, и молчание становится силой, которую они не могут игнорировать. Это обезоруживает. Когда кто-то ожидает драки, а вместо этого наступает тишина, его бдительность ослабевает, его ритм сбивается. И в этот момент правда выходит наружу. Люди меньше фильтруют свои слова, когда пытаются исправить ситуацию, которая кажется неправильной. И неловкое молчание кажется очень неправильным. Поэтому они начинают суетиться. И в этой суете они выдают себя. А теперь представьте, что вы используете это в повседневной жизни. Например, в переговорах сделайте паузу, когда вам называют цену. Просто посмотрите на них. Подождите. Не вздрагивайте. В отношениях сделайте паузу, когда спрашиваете: «Ты правда так думаешь?» В споре сделайте паузу, когда говорите: «Я не это имел в виду». Вы не пытаетесь выиграть, повышая голос. Вы позволяете им заполнить пробелы. И они это сделают, потому что молчание причиняет боль. Оно зудит, оно растягивается. И в этот растянутый момент маска спадает. Вы не пытаетесь манипулировать. Ты ведешь себя стратегически грамотно. Ты даешь возможность правде выйти наружу. Ты позволяешь дискомфорту сделать свою работу, и в этом суть парадокса. В мире, где все избегают неловкого молчания, ты идешь прямо навстречу ему, и пусть они убегают от него. Так что в следующий раз, когда захочешь узнать правду, не гонись за ней. Просто создай паузу, задай вопрос, сделай смелое заявление, а потом ничего не говори. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, как заставить кого-то помочь тебе, чтобы он тебя полюбил. На первый взгляд это кажется странным. Мы думаем, что если хотим понравиться людям, то должны помогать им. Мы должны давать, поддерживать, предлагать, содействовать. Ведь это и есть дружба, верно? Но это переворачивает все с ног на голову. Не нужно ничего давать, просить, служить, нужно только получать. Когда кто-то делает для тебя что-то маленькое, в его голове происходит нечто странное. Он начинает любить тебя больше. Не потому, что ты что-то дал ему, а потому, что он дал тебе. Это эффект Бенджамина Франклина, и это полная противоположность логике. Сам Франклин заметил это первым. У него был соперник в политике, который его не любил. Поэтому вместо того, чтобы пытаться завоевать его расположение добротой или услугами, Франклин сделал смелый шаг. Он попросил у этого человека редкую книгу. Всего лишь небольшую просьбу. Мужчина согласился. Франклин поблагодарил его и вернул книгу позже. Но после этого их отношения изменились. Мужчина стал относиться к нему теплее. Они даже подружились. Не потому, что Франклин что-то дал, а потому, что он что-то попросил. В этом и заключается парадокс. Когда мы делаем что-то хорошее для другого человека, мы начинаем его любить. Наш мозг не любит противоречия. Так что если мы кому-то помогаем, а не должны этого делать, наш разум пытается найти этому объяснение. Почему я это сделал? Должно быть, мне нравится этот человек. Иначе зачем мне ему помогать? Помощь оправдывает наши чувства, даже если их не было до этого. Мы помогаем людям не потому, что они нам нравятся. Мы начинаем им нравиться, потому что помогаем им. Это парадокс, и разум его принимает. Вы просите о небольшой услуге, о карандаше, совете, простом мнении. Вам говорят «да», и это «да» начинает тянуть за собой что-то большее. Человек начинает рассказывать себе историю. Я помогаю ему, значит, я должен его ценить. Он должен быть достоин моего времени. Так рождается взаимопонимание не из-за того, что мы даем, а из-за того, что получаем. Это не манипуляция. Это человеческая природа. Разум хочет быть последовательным, поэтому, когда мы поступаем хорошо, мы подстраиваем свои убеждения под свое поведение. Если я помог тебе, значит, я должен испытывать к тебе какие-то положительные чувства, иначе мое действие не имело бы смысла. Вот в чем сила этого парадокса. Он не основан на обаянии, богатстве или умных словах.
Он основан на маленькой простой просьбе, и когда вы просите, вы создаете пространство для другого человека, чтобы он вошел в эту историю. Но обратите внимание, это работает только если просьба небольшая. Если вы просите слишком много, это похоже на сделку. Это меняет сценарий на логический. Я сделал это, потому что должен был. Но небольшая просьба, она проходит незаметно, она проскальзывает мимо защиты, она кажется незначительной, пока не становится важной. Потому что теперь человек вложил в это что-то свое. Мгновение, выбор, частичку себя. Когда кто-то вкладывает в тебя деньги, он подсознательно хочет получить отдачу, но не от тебя, а от самого себя. Эта отдача эмоциональная, она основана на самоидентификации. Я помогаю хорошим людям, значит, если я помог тебе, ты тоже хороший человек. Понимаешь, в чем подвох? Ты не доказываешь им свою ценность. Они сами решают, насколько ты ценен, потому что помогли тебе. Вот почему эффект Бенджамина Франклина так парадоксален. Ты получаешь больше, когда берешь немного, а не когда отдаешь много. И людям трудно это принять. Мы хотим впечатлить, хотим быть щедрыми, хотим заслужить чью-то симпатию. Но этот эффект говорит «остановись». Перестань пытаться отдавать. Попробуй попросить. Достаточно, чтобы человек почувствовал, что сделал что-то значимое для тебя. И чем больше он делает, тем больше он оправдывает свою симпатию к тебе. Это замкнутый круг, самоусиливающаяся петля. Они помогают, им нравится, они снова помогают. Им нравится еще больше. И все это не кажется им вынужденным, потому что они сами так решили. Это переворачивает с ног на голову общепринятые правила общения. Подумай, как большинство людей пытаются наладить контакт. Они предлагают, они помогают, они пытаются завоевать симпатию, жертвуя чем-то. Но это может показаться нечестным. Это может даже заставить другого человека чувствовать себя виноватым или сопротивляться, потому что помощь часто вызывает чувство долга. Но когда они помогают тебе, чувство меняется. Теперь они чувствуют свою значимость. Они сделали выбор. Они видят в тебе того, кого стоит выбрать. И это чувство растет не из-за того, что ты сделал, а из-за того, что ты позволил им сделать. Вот почему великие лидеры и общительные люди используют это, даже не осознавая этого. Они спрашивают мнения, они спрашивают идеи, они просят о небольшой помощи. И таким образом они привлекают людей. Не силой, а участием. Это также укрепляет доверие. Обычно мы думаем, что должны заслужить доверие, показав себя с лучшей стороны. Но когда вы настолько доверяете человеку, что просите его о помощи, он начинает чувствовать, что ему доверяют. А если он чувствует, что ему доверяют, то и сам начинает доверять. Это еще одна инверсия. Эффект Бенджамина Франклина полон таких переворотов. Отдавай, чтобы получить, нет, получай, чтобы отдавать, помогай, чтобы нравиться. Нет, попроси о помощи, и тебе будут симпатизировать. Связь начинается не с твоего подарка, а с их вклада. И их вклад меняет их отношение к тебе. Как же этим пользоваться? Мягко. Естественно, попроси о чем-то незначительном, но важном. Могу я узнать ваше мнение? У вас есть минутка, чтобы объяснить эту часть? Не могли бы вы помочь мне выбрать между этими двумя вариантами? Это не похоже на стратегию. Это похоже на приглашение. И когда люди принимают это приглашение, они принимают и вас. И вот тут-то и кроется парадокс. Вы можете подумать, что просьба о помощи делает вас слабым, но на самом деле это делает вас более человечным, открытым, понятным. Это приглашает к общению через уязвимость. Не к большой эмоциональной уязвимости, а к повседневной, той, на которую люди реагируют, даже не замечая. И как только они отреагируют, последуют и их чувства. Итак, в следующий раз, когда вы захотите понравиться кому-то, попробуйте следующее. Не льстите, не давайте слишком много, не старайтесь произвести впечатление. Просто попросите. Простого будет достаточно, а потом отойдите в сторону. Пусть их разум сделает все остальное. Пусть они напишут историю о том, почему они вам помогли. И когда они будут писать эту историю, они будут думать о вас хорошо. Вы почти ничего не сделали, но получили все. Добро пожаловать в следующий парадокс. Это о том, как копирование чьего-то поведения может заставить человека больше доверять тебе. Звучит странно. Нам говорят, что нужно быть оригинальными, выделяться, быть собой.
Но это переворачивает идею с ног на голову. В статье говорится, что если ты хочешь, чтобы кто-то чувствовал себя рядом с тобой комфортно, если ты хочешь общаться без усилий, не выделяйся, будь как все. Не доминируй, а просто повторяй. Парадокс прост. Чем больше ты ведешь себя как они, тем больше они чувствуют, что ты такой же, как они. Не потому, что ты сказал что-то правильное, не потому, что у вас есть общие глубокие идеи, а потому, что ты незаметно для них повторяешь их движения. Ты двигаешься, когда они двигаются, ты наклоняешься, когда они наклоняются. Ты чешешь лицо через секунду после того, как они это сделали. Ты медленно киваешь, когда они делают паузу. И все это происходит незаметно. Сила зеркального отражения в том, что оно незаметно. Если они заметят, это разрушит эффект. Если нет, то укрепит. Потому что мозг всегда ищет закономерности, безопасности знакомое. И нет ничего безопаснее, чем видеть свое отражение в другом человеке. Тебе даже не нужно знать кого-то, чтобы почувствовать связь. Тебе просто нужно двигаться, как они, сидеть, как они, жестикулировать с похожей энергией, и что-то внутри них шепчет: «Этот человек мне подходит». Даже если ты едва сказал хоть слово. Это не лесть. Это ритм. У каждого человека свой социальный ритм. Как быстро он говорит, насколько размашисты его движения, как он использует руки, как дышит. Зеркальное отражение – это совпадение ритмов, как в молчаливом танце. Когда ты подстраиваешься под ритм другого человека, его мозг воспринимает тебя как синхронизированного с ним. А когда люди чувствуют себя синхронизированными, они чувствуют себя в безопасности. Вот в чем хитрость. Мы думаем, что связь возникает из-за слов. Но часто связь возникает еще до того, как слова будут сказаны. Это происходит в первые несколько секунд, когда ваша поза совпадает с их позой, когда ваша улыбка появляется одновременно с их улыбкой, когда ваше тело говорит на одном языке. И все это происходит без слов. Вот почему зеркальное отражение работает, потому что люди не слушают, что вы говорите, пока не почувствуют, что вы похожи на них. А самый быстрый способ почувствовать сходство – это выглядеть одинаково. Всего на мгновение. Достаточно, чтобы мозг сказал: «Да, ты из моего племени». И вот парадокс. Вы получаете влияние не потому, что вы первый, а потому, что вы тихо следуете за ними. Вы не навязываете свой стиль, вы принимаете их стиль, и благодаря этому они открываются вам. Их бдительность ослабевает, мозг успокаивается, доверие растет. Потому что в глубине души люди доверяют тому, что им знакомо, а что может быть более знакомым, чем их собственные движения. Зеркальное отражение похоже на капитуляцию. Вы не хвастаетесь, не пытаетесь контролировать, вы просто подстраиваетесь. Но эта капитуляция становится вашей силой. Как только они почувствуют себя в безопасности, вы сможете вести их, направлять их, но только после того, как вы подстроитесь под их ритм. Это как в музыке. Два инструмента не могут звучать гармонично, если они настроены на разные тональности. Зеркальное отражение – это настройка. Оно говорит: «Я вижу тебя. Я двигаюсь вместе с тобой. Я не представляю угрозы». И это сообщение открывает дверь доверию. Доверие возникает, даже если они не осознают, что вы делаете. В этом вся прелесть. В тот момент, когда они почувствуют, что вы их видите, не глазами, а телом, они начнут расслабляться. Они будут больше прислушиваться к вам, больше говорить. Они откроются. Вы не произвели на них впечатление, вы не перехитрили их. Вы просто отразили их. И этого было достаточно. Но не путайте это с подражанием. Подражание очевидно неуклюже и фальшиво. Зеркальное отражение – это тонко. Небольшая задержка, всего на долю секунды, но этого достаточно, чтобы сказать: «Я здесь с тобой», и не выглядеть при этом как марионетка. Эта задержка – ключевой момент. Если она будет слишком быстрой, это будет выглядеть странно, а если точной, то как будто отрепетированной. Но небольшое изменение позы, тона, мимики, и вот уже между вами есть невидимая связь. И эта связь помогает поддерживать разговор. Люди жаждут общения, а не совершенства. Мы не доверяем тому, кто выглядит безупречно. Мы доверяем тому, кто похож на население. И это сходство не обязательно должно быть словесным. Оно может быть физическим, эмоциональным, энергетическим. Отзеркаливание помогает установить эту связь без усилий. Это не уловка, а совпадение. Ты не пытаешься победить, ты пытаешься найти отклик. И как только ты находишь отклик, начинается настоящий разговор. Вот почему опытные коммуникаторы отзеркаливают естественно. Они не притворяются, они чувствуют. Они настраиваются на состояние другого человека, и их тело подстраивается само.
Потому что настоящее отзеркаливание – это не механическое действие, а эмоциональное. Ты чувствуешь настроение человека, и твое тело реагирует. Но даже если ты начинаешь намеренно, это нормально. С практикой отзеркаливание становится инстинктивным. Ты начинаешь чувствовать людей, а не анализировать их. И это чувство определяет твои движения, темп, тон, и все это без слов. Я такой же, как ты. Твое тело говорит за тебя. Парадокс становится глубже. Чем больше ты погружаешься в ритм другого человека, тем больше он тебя видит. Ты становишься заметным, оставаясь невидимым. Тебе начинают доверять, потому что ты не стараешься слишком сильно. Потому что усилия создают дистанцию, а деликатность – близость. Это мягкая сила. И мягкая сила всегда действует дольше. Так что попробуй. В следующий раз, когда встретишь кого-то нового, не старайся быть обаятельным. Просто слушай, наблюдай, сиди так, как сидит он, подстраивайся под его темп, кивай, когда он кивает, жестикулируй в такт, говори с его энергией. Не для того, чтобы копировать, а чтобы отражать. А потом наблюдайте, как рушится стена, как поднимается температура, как льются слова. И все это потому, что вы заставили их почувствовать себя услышанными, ничего им не говоря. Вот в чем парадокс зеркального отражения. Вы ведете за собой, следуя за ними, вы устанавливаете связь, отражая их. Вы становитесь запоминающимся не потому, что вы кричите, а потому, что вы в гармонии с ними. И когда вы в гармонии, все остальное становится проще. Добро пожаловать к следующему парадоксу. Он о том, как называние чувства может его уменьшить. Это звучит странно. Когда кто-то расстроен, вы думаете, что разговор об эмоциях только усугубит ситуацию. Вы думаете, что называние гнева усилит его, разговор о грусти углубит ее, а упоминание стресса усилит его. Но нет, все наоборот. Когда вы называете эмоцию, она начинает ослабевать. Буря стихает, температура падает, и человек снова начинает дышать. Это называется обозначением эмоций. И парадокс в том, что когда кто-то испытывает сильные эмоции, вы не решаете проблему, избегая этих эмоций. Вы решаете ее, называя их. Вы говорите, кажется, ты расстроен. Ты выглядишь подавленным. Похоже, это тебя действительно беспокоит. И в этом коротком предложении происходит нечто важное. Они чувствуют, что их видят, они осуждают, не исправляют, а просто замечают. А когда тебя замечают посреди хаоса, это спасает. Когда ты испытываешь эмоции, твой разум становится шумным. Чувства накатывают волнами, неорганизованные, хаотичные, необузданные. Но когда вы называете весь этот хаос, вы придаете ему структуру. Вы создаете маленький ящик для большого беспорядка. И как только появляется этот ящик, беспорядок кажется не таким страшным. Вот в чем парадокс. Когда вы называете монстра, он перестает быть монстром. Нас учат успокаивать людей, давать им советы, логически рассуждать, говорить, чтобы они не волновались или смотрели на ситуацию с позитивной стороны. Но это никого не успокаивает. Наоборот, часто становится только хуже, потому что человек не чувствует, что его понимают. Он чувствует, что его игнорируют. Ему говорят, чтобы он перестал чувствовать то, что он явно чувствует. Но когда вы называете его эмоцию даже мягко, это звучит как будто наоборот. Я вижу, что происходит у вас внутри. Я не убегаю от этого. Я прямо здесь с вами. И это простое действие уменьшает интенсивность того, что они чувствуют. Это не волшебство, это то, как работает мозг. Когда эмоции переполняют мозг, особенно страх, злость или грусть, это мешает нам ясно мыслить. Но когда кто-то называет наши эмоции, это активирует другую часть мозга. Ту, которая отвечает за мышление, рассуждение и рефлексию. И этот маленький переключатель меняет все. Вам не нужно решать их проблему, вам просто нужно помочь им увидеть ее яснее. Когда вы называете эмоцию, это приносит ясность, а ясность приносит спокойствие. Вы говорите, похоже, это действительно тебя задело, или ты выглядишь разочарованным, или даже я вижу, что это тебе не нравится. Вот и все. Никаких лекций, никаких советов. Просто название эмоции. И это название становится ориентиром. Теперь они не тонут, а держатся за что-то, и, держась за это, начинают дышать, говорить и отпускать. Удивительно, как мало усилий для этого нужно. Всего одно предложение, всего одна эмоция. И все же эффект очень сильный. Но вот в чем парадокс. Вы лишаете эмоций силы, уважая их.
Вы не боретесь с чувствами, вы их не отрицаете, вы их уважаете. И это уважение уменьшает их влияние, потому что большинство эмоциональных реакций возникают не только из-за самого чувства, но и из-за страха остаться с ним один на один. Если кто-то злится, он не хочет, чтобы ему читали нотации. Он хочет знать, что кто-то видит его злость. И когда ты говоришь, что кажется, ты очень расстроен, ты не усугубляешь ситуацию. Ты помогаешь им разобраться. Чувство начинает утихать, потому что теперь ему есть куда деться. Это работает, даже если ты ошибаешься. Если ты говоришь, что кажется, ты встревожен, а они отвечают, что нет, они скорее раздражены, это уже прогресс. Они уточняют. Они называют это чувство. И это главное. Когда чувство названо, оно теряет свою неопределенность. Оно становится реальным, но управляемым. Представь, что эмоции– это как дым. Он застилает все вокруг, мешает видеть и дышать. Но когда ты указываешь на дым и говоришь, что вот он дым, становится легче найти источник огня. Ты все еще можешь быть в опасности, но теперь ты знаешь, где искать. И это все, чего хотят люди, когда они эмоционально нестабильны, чтобы их поняли, чтобы кто-то подал им знак. Вот почему люди успокаиваются, когда психотерапевты говорят, что ты выглядишь грустным, или когда друг тихо говорит, что ты сегодня сам не свой. Дело не в том, чтобы исправить ситуацию. Дело в том, чтобы быть свидетелем. И когда ты становишься свидетелем, эмоция теряет свою власть. Теперь представь, что ты чувствуешь что-то сильное, а кто-то говорит, что это звучит утомительно, или что ты выглядишь так, будто на тебе лежит большая ответственность. Это мгновенно что-то меняет. Тебе становится легче не потому, что проблема исчезла, а потому, что ты больше не невидимка. Парадокс усиливается. Людям не нужно, чтобы ты избавлял их от боли. Им нужно, чтобы ты ее признал. И когда ты это делаешь, ты уменьшаешь ее, не прикасаясь к ней. Ты снижаешь вес, не поднимая его. Вы успокаиваете хаос, ничего не решая, потому что назвать эмоцию– это уже эмоциональная помощь. Это помогает кому-то снова дышать. Не усилием, а просто присутствием. Не мудростью, а словами. И не нужно много слов, достаточно одной фразы, чтобы показать, что вы видите человека в его беде. И каким-то образом это становится утешением. Сначала это кажется неестественным. Мы хотим вмешаться, предложить решение, подбодрить, но настоящая сила в сдержанности, в том, чтобы оставаться рядом с человеком и не отталкивать его, сказать «Я вижу, что тебе больно» и остановиться на этом. Так начинается связь. Не с решением проблемы, а с тишиной. Не с ответом, а с признанием. И вот в чем парадокс. Вы успокаиваете человека не тем, что меняете его чувства, а тем, что подтверждаете их. Вы не уменьшаете эмоцию, сопротивляясь ей. Вы уменьшаете ее, называя. Так что в следующий раз, когда кто-то расстроен, не пытайтесь заполнить тишину, не объясняйте, не предлагайте решения. Просто помолчите, посмотрите на него и назовите чувство, даже если это будет только предположение. Это предположение станет мостом. И по ту сторону моста будет спокойствие, ясность и доверие. В этом и заключается странная магия называния эмоций. Имя уменьшает боль. И самое короткое слово может вместить самое тяжелое чувство. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, как начать с чего-то большого, чтобы получить желаемое. Это звучит как плохая стратегия. Попросить о чем-то нелепом. О чем-то, на что точно скажут «нет». Разве это не значит, что вы сами настраиваете себя на отказ? Но вот в чем парадокс. Это «нет», которое вы получаете в ответ на первую просьбу, на самом деле открывает дверь для «да» на вторую, более скромную просьбу. Вы не потерпели неудачу, вы просто подготовили почву. Это называется техникой отворот-поворот. Вы стучитесь в дверь, вам ее захлопывают перед носом, а потом, когда вы стучитесь снова, уже с более разумным предложением, дверь открывается. Потому что теперь, по сравнению с первым предложением, второе кажется не таким уж и сложным. Контраст меняет все. Допустим, вы просите кого-то пожертвовать $500 на ваш проект. Это категоричное «нет», но потом вы говорите «хорошо, а как насчет $20?» Внезапно $20 кажутся мелочью. Не потому, что $20 изменились, а потому, что вы изменили то, с чем их сравнивали. Это хитрость перспективы.
На самом деле ничего не меняется, кроме контекста. Второе предложение – это то, чего вы на самом деле хотели. Но, начав с чего-то большего, вы делаете второе предложение более легким, приемлемым. Парадокс в том, что запланированный провал становится путем к успеху. Вы выигрываете, проиграв в первый раз. И это работает, потому что люди хотят быть справедливыми. Когда они говорят «нет» на что-то большое, они чувствуют себя немного виноватыми, немного напряженными. Они не хотят показаться бесполезными. Поэтому, когда вы предлагаете что-то меньшее, у них появляется шанс сказать «да», не чувствуя, что их используют. Это похоже на компромисс. Это похоже на сотрудничество. Так лучше. Но это работает только тогда, когда это выглядит правдоподобно. Если ваше большое предложение кажется фальшивым или манипулятивным, все рушится. Первое «нет» должно быть правдоподобным. Вы должны просить о чем-то недостижимом, но не совсем абсурдном. Должно казаться, что вы действительно хотели этого в первый раз, а потом изменили свое мнение, когда не получилось. Именно эта корректировка создает эффект. Это выглядит как компромисс, но на самом деле вы просто направляете человека. Вот где кроется парадокс, люди охотнее соглашаются на то, от чего раньше хотели отказаться, если это следует за чем-то более важным. То есть дело не в том, чтобы изменить свое мнение, а в том, чтобы изменить точку зрения. То, что раньше казалось слишком сложным, теперь кажется простым. Давление спадает, просьба становится выполнимой. И все начинается с отказа. Вы намеренно говорите «нет», вы это утверждаете, позволяете этому случиться, а потом делаете свой настоящий ход. Это стратегия, которая кажется саботажем, но в итоге приводит к успеху. Это противоречит всем инстинктам. Нас учат быть разумными, вежливыми, стратегически мыслящими. Но это стратегическая иррациональность. Вы намеренно перегибаете палку. Не для того, чтобы взять больше, а чтобы реальное дело казалось легче. Вы намеренно создаете напряжение, чтобы потом получить удовольствие от его снятия. Это как поднять тяжелый груз, а потом сразу взять что-то легкое. Легкое кажется невесомым. Не потому, что оно действительно такое, а из-за того, что было раньше. То же самое происходит и в голове. Некоторые скажут, разве это не манипуляция? Но вот в чем хитрость. Это не сработает, если будет казаться манипуляцией. Это должно выглядеть как настоящий разговор, как настоящее изменение мнения. Вот почему это работает лучше всего, когда ваша первая просьба все еще кажется правдоподобной. Она должна быть человечной, честной, приемлемой. Вы говорите, вы бы не согласились помочь мне организовать мероприятие. Они сомневаются, говорят нет. Тогда вы говорите ничего страшного. Может, тогда поможете мне составить список гостей? Эта вторая просьба теперь кажется совместной, дружелюбной. Они больше не отказывают. Вы даете им возможность помочь, не требуя слишком многого. Вы получаете то, что вам нужно, и все уходят довольными. В этом и заключается секрет метода «дверь в лицо». Он не давит на людей, а снимает напряжение. Он дает им возможность выбора, и этот выбор кажется более свободным, чем если бы вы просто попросили об этом напрямую. Поэтому, когда вы сначала просите о чем-то небольшом, а потом о чем-то большем, это воспринимается лучше, чем если бы вы сразу попросили о чем-то большом. Маленькая просьба внезапно становится облегчением. Мозг любит контраст, а контраст создает контекст. Вторая просьба сравнивается с первой, а не сама с собой. Если бы вы сразу попросили о чем-то маленьком, это могло бы показаться серьезным, но по сравнению с большой просьбой, это теперь кажется легким, простым и разумным. Эта стратегия используется везде, в продажах, политике, отношениях, переговорах. Сначала попросите обо всем, а потом согласитесь на что-то, и это что-то часто оказывается больше, чем вы могли бы получить, если бы попросили об этом сразу. Потому что это не похоже на одолжение, это похоже на сделку. И это снова парадокс. Рискуя получить явный отказ, вы создаете пространство для более вероятного согласия. Большинство людей боятся отказа, они бегут от него, они стараются избежать его, но метод «дверь в лицо» идет прямо к нему, не для того, чтобы проиграть, а чтобы изменить ситуацию. Это контролируемый отказ. А контролируемый отказ – это подготовка к согласию. Вы становитесь убедительными не потому, что вы идеальны, а потому, что показываете свою гибкость. Вы меняете свою просьбу, вы адаптируетесь. И эта адаптация делает людей более открытыми к вам.
Дело не в силе, а в потоке. Вы переходите от высокого давления к низкому, от большого к маленькому, от напряженного к комфортному, и люди реагируют на это движение. Разум говорит: ладно, я уже сказал нет. Но эта вторая просьба справедлива. Ты не просишь больше. На самом деле ты просишь меньше, но это меньшее кажется тебе правильным. И это главное. Поэтому в следующий раз, когда тебе что-то понадобится, не проси об этом прямо. Попроси немного больше, чем тебе нужно. Назови цифру, пусть она прозвучит. Потом улыбнись и скажи: хорошо, а как насчет вот этого? Они задумаются. И чаще всего они соглашаются. Потому что второй раз просить не так тяжело. Это похоже на передышку. А ты просто вошел в дверь, она захлопнулась у тебя перед носом, и ты снова постучал, но уже с чем-то попроще. Это парадокс, отказ становится ключом, открывающим дверь. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, что незавершенные дела заставляют людей держаться крепче. Звучит странно. Мы думаем, что людям нужны полные ответы, законченные истории. Но нет, все наоборот. Если хочешь, чтобы человек был заинтересован, не выкладывай все сразу. Остановись на середине истории, сделай паузу перед кульминацией, прибереги последний кусочек. Потому что, когда человек начинает что-то, его мозгу нужно это закончить. Он жаждет развязки. И это желание заставляет его продолжать. Это эффект Зигарника. Простая идея, но с удивительной силой. Она говорит, что незаконченные мысли запоминаются дольше, чем законченные. Мозг цепляется за незавершенный цикл, как за песню, которая никогда не заканчивается. Пока он не услышит последнюю ноту, он не может отпустить. Поэтому, если ты говоришь кому-то: «Вчера со мной кое-что случилось, и теперь я вижу все по-другому, но я расскажу тебе через секунду», ты уже завладел их вниманием. Их внимание приковано к тебе не из-за того, что ты сказал, а из-за того, что ты не сказал. Ты вызвал у них напряжение, а напряжение заставляет людей оставаться. Вот парадокс. Молчание – это цепка. Пробелы привлекают больше внимания, чем объяснения. Когда вы оставляете задачу незавершенной, мозг продолжает прокручивать ее в фоновом режиме. Что произошло дальше? Почему это важно? К чему это все вело? Это превращается в мысленный шум. И единственный способ его унять – услышать продолжение. Вот почему концовки на самом интересном месте работают. Вот почему люди смотрят сериалы за поем. Вот почему мы запоминаем историю, которую кто-то не закончил, лучше, чем ту, что закончилась. Мозг ничего не может с этим поделать. Он хочет развязки. Теперь представьте, что это происходит в реальном разговоре. Вы что-то рассказываете и замолкаете прямо перед ответом. Вы говорите: на встрече был один момент, который все изменил. Но в любом случае, как прошла твоя неделя? Ты заинтриговал. И теперь они ждут. Не просто из любопытства, а из-за психологического напряжения. Потому что вы нарушили шаблон, большинство людей спешат закончить. Но когда вы сдерживаетесь, это вызывает мысленный зуд. Этот зуд не проходит сам по себе, его нужно унять, а для этого нужно оставаться в настоящем моменте. Мозг – это решатель проблем, и незаконченная мысль ощущается как проблема, неразгаданная загадка, вопросительный знак, висящий в воздухе. Даже если история не меняет жизнь, отсутствие развязки придает ей вес. Вот что делает этот эффект таким парадоксальным. Вы привлекаете внимание не тем, что даете больше, а тем, что даете меньше. Вы не подпитываете их разум. Вы его расстраиваете ровно настолько, чтобы он начал вас преследовать. И это касается не только историй. Это касается и задач. Если кто-то начинает что-то делать и не заканчивает, это остается в его голове. Недописанное сообщение, разговор, который закончился слишком быстро, обещание объяснить что-то позже. Эти вещи остаются в памяти, пока их не закроют. И мозг будет продолжать проверять снова и снова, пока не получит то, что хочет. Но вот в чем суть. Это работает только тогда, когда вы начинаете что-то по-настоящему. Должно быть достаточно материала, чтобы заинтересовать разум. Если вы слишком рано сдадитесь, то не будет никакого напряжения. Если вы слишком быстро закончите, то не будет никакого ожидания. Главное – найти золотую середину. Идеальное место, где вы дадите достаточно информации, чтобы вызвать любопытство, но не удовлетворите его полностью. Представьте, что это трейлер к фильму. Вы не показываете весь сюжет. Вы показываете завязку, интригу, ставки.
а потом обрываете. Разум заполняет пробелы. Он остается любопытным, он наклоняется вперед. И это наклонение вперед– это вовлеченность. Теперь перенесите это на убеждение, на обучение, на влияние. Вы говорите, есть одна вещь, о которой почти никто не знает, но давайте вернемся к ней. Вот так вы создаете интерес. Не требуя внимания, а просто не давая закончить. Это суть эффекта Зигарника. Незавершенность вызывает одержимость. Не сознательно, а подсознательно. Вы не хотите думать о том, что не закончили. Это просто крутится в голове, раздражает, тихо гудит где-то на задворках сознания, пока вы не найдете решение. Вот почему люди застревают в мысленных петлях, перебирая то, что они почти поняли. Вот почему одно незаконченное предложение может запомниться лучше, чем целая речь. Вот почему одна пауза перед ответом делает его более весомым. Отсутствие делает настоящее сильнее. Но, как и в любом парадоксе, это работает только если все сделано тонко. Если вы будете слишком усердствовать, это будет выглядеть как манипуляция. Если вы будете все скрывать, это начнет раздражать. Вы не захлопываете дверь, а оставляете ее приоткрытой. Света достаточно, чтобы разглядеть, что внутри, но недостаточно, чтобы увидеть все. И вот в чем подвох. Когда ты наконец даешь ответ, раскрываешь суть, это производит еще больший эффект. Потому что мозг уже ждал. Предвкушение усиливает впечатление, и концовка кажется более важной, более убедительной, более правдивой. Даже если это не так. Это иллюзия. Мы думаем, что концовка была сильной, но на самом деле это ожидание сделало ее такой. Напряжение усиливает значимость. И разум вознаграждает себя, говоря, что оно того стоило. Поэтому задержка становится усилителем, пауза– причиной, по которой момент становится значимым. Ты говоришь меньше, они запоминают больше. Ты делаешь паузу, они слушают внимательнее. Ты останавливаешь рассказ на середине. Они дослушивают до конца. Все дело в петлях. Начни их. Не спеши их заканчивать. Пусть напряжение нарастает. Пусть любопытство подталкивает их вперед. И когда они наконец получат то, чего ждали, они запомнят это не из-за того, что это было, а из-за того, что это разрешило их проблему. Это парадокс, незаконченный момент становится незабываемым. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, как что-то маленькое и обычное может внезапно сделать тебя незабываемым. Это всего лишь имя, всего лишь слово, но когда ты его произносишь, когда говоришь его вслух, они чувствуют, как что-то меняется. Их взгляд становится острее, они начинают внимательно слушать. Их грудь слегка вздымается. Дело не в звуке, а в значении. Потому что их имя– единственное слово во Вселенной, которое всегда принадлежит им. И когда ты его произносишь, ты обращаешься к чему-то личному. Это парадокс силы имени. Чем чаще ты произносишь чье-то имя, тем больше они чувствуют, что их замечают. Не потому, что ты даешь им что-то, а потому, что ты зовешь их домой. Имена делают то, что не под силу логики. Они вызывают узнавание без объяснений. Можно сказать 1000 умных вещей, и тебя могут забыть. Но если ты дважды в разговоре произнесешь чье-то имя, тебя запомнят. Не потому, что ты такой умный, а потому, что ты обратил на них внимание. И вот что странно, люди даже не осознают, что это происходит. Они не говорят: «О, этот человек 3 раза назвал меня по имени, значит, я ему нравлюсь». Это работает незаметно на подсознательном уровне. Их мозг просто реагирует. Он слышит имя и просыпается. Он говорит: «Это обо мне. Я здесь важен». Это доказано наукой. Когда кто-то произносит ваше имя, активизируются участки мозга, отвечающие за личность, эмоции и внимание. Не просто внимание, а избирательное внимание. Оно отсеивает шум, отвлекающие факторы, и говорит мозгу: «Сосредоточься». Вот почему этот парадокс так силен. То, что кажется самым обычным, ваше имя, оказывает наибольшее эмоциональное воздействие, когда его произносит кто-то другой. Особенно если он произносит его с теплотой, заботой и намерением. И что самое приятное, вы не даете им ничего нового. Вы даете им то, что у них уже есть. Но теперь они слышат это от вас. И это делает их реакцию еще сильнее. Это звучит как волшебство, но это просто точность.
Подумайте, как люди реагируют, когда вы говорите «спасибо, Алекс» вместо просто «спасибо». Это всего лишь одно слово, но оно превращает общий комментарий в личный. Имя придает ему вес, делает момент реальным. А теперь скажите это еще раз. Я согласен с тобой, Сара. Ты отлично подметила, Джеймс. Я ценю твою проницательность, Майя. Каждый раз имя придает вес твоим словам. Те же самые слова, но теперь они звучат целенаправленно, искренне, по-человечески. Вот почему лидеры, продавцы, переговорщики и учителя постоянно это используют. И не потому, что это уловка, а потому, что это создает связь. Это говорит «я знаю, кто ты». Я говорю не просто с лицом, я говорю с тобой. И людям это нравится. Не просто быть услышанными, но и быть узнанными. И вот тут-то и кроется парадокс. Мы думаем, что сила в том, что мы говорим. В умных словах, в красивых фразах, в знаниях, которыми мы делимся. Но на самом деле сила в том, чтобы заставить других что-то почувствовать, и имя человека мгновенно вызывает у них это чувство. Вам даже не нужно объяснять, почему вы это делаете. Вы просто вплетаете это в разговор, мягко, плавно, без принуждения, без механичности, не в каждое предложение. Но достаточно, чтобы создать ритм, достаточно, чтобы напомнить им, что они здесь важны. Это невидимый дар власти имени. Он заставляет другого человека чувствовать себя главным в этот момент. И когда кто-то чувствует себя главным, он открывается, он вспоминает. И он помнит не то, что вы сказали, а то, что вы заставили его почувствовать. Вот где парадокс раскрывается в полной мере. Чем чаще вы произносите имя человека, тем больше он чувствует, что этот момент принадлежит ему. И все же именно вы завоевываете его доверие, его теплоту, его внимание. Вы поднимаете его, а он поднимает вас. Это взаимность без усилий. Вы не делали ему комплимент, не льстили ему, не говорили ничего громкого, вы просто назвали его по имени. Но это одно единственное слово переключило в его мозгу тумблер, который сказал: «Этот человек меня уважает». Даже в споре это работает. «Я понимаю, к чему ты клонишь, Дэвид». Тогда это звучит по-другому. «Я понимаю, к чему ты клонишь». Имя смягчает тон. Это делает спор уважительным, человечным, заинтересованным. И в этом его сила. Это не меняет того, что вы говорите. Это меняет то, как вы произносите имя. Это не меняет ваших слов. Это меняет отношения. Вы становитесь тем, кто слушает, кто видит, кто заботится, и все это без каких-либо претензий. И все это благодаря одному слову, которое уже принадлежит им. И вот последний парадокс. Вы не можете использовать их имя, но когда вы произносите его с добротой, это сближает вас. Вы заимствуете что-то личное и предлагаете взамен нечто большее. Так что не недооценивайте это, не отмахивайтесь от этого как от чего-то незначительного. Используйте это как ключ. Ключ, который открывает путь к комфорту, вниманию и доверию. Произнесите это один раз в начале, потом еще раз в середине и еще раз, когда будете уходить. Они не будут считать, сколько раз вы произнесли их имя, но они почувствуют это в своей груди. Они будут помнить, как они чувствовали себя, разговаривая с вами. И даже когда слова забудутся, их имя будет отзываться эхом в их памяти, и они будут слышать ваш голос. Вот почему что-то такое маленькое имеет такой большой вес. Вот почему, когда вы произносите их имя, у вас появляется возможность быть услышанным. И вот парадокс. Лучший способ выделиться – это произносить их имя, а не свое. Добро пожаловать в следующий парадокс. Этот парадокс о том, что вы звезда шоу, но только в своем воображении. Это звучит противоречиво, но это правда. Люди часто думают, что все смотрят на них, все думают о них, и каждый их шаг подвергается тщательному анализу. Они думают, что мир наблюдает за ними и осуждает их, но парадокс в том, что мир на самом деле обращает на них гораздо меньше внимания, чем они думают. На самом деле люди обычно настолько поглощены своими проблемами, своими недостатками и своей неуверенностью, что почти не замечают, что делают другие. Это называется эффектом прожектора. Это странный поворот. Ты чувствуешь себя так, словно находишься на сцене. Все огни направлены на тебя, и каждая твоя маленькая ошибка усиливается. Но реальность такова, что люди смотрят на тебя совсем не так пристально, как ты думаешь. Они слишком заняты своими делами. Если ты думаешь, что все заметили твою неловкую оплошность, то они, скорее всего, даже не заметили. Вот в чем парадокс. Ты центр своего мира, но не настолько, как тебе кажется.
Это очень важное знание, особенно когда кто-то чувствует смущение или неуверенность в себе. Им кажется, что весь зал наблюдает за тем, как они спотыкаются, как они говорят не в свою очередь или как они путаются в словах. Но правда в том, что они, вероятно, единственные, кого это так сильно волнует. Внимание, которое, как им кажется, они получают, обычно является иллюзией. Вот почему это так парадоксально. Когда кто-то смущен, он чувствует, что его ошибка всепоглощающая, как будто это самая важная вещь в комнате. Но на самом деле никто не сосредотачивается на ней так сильно, как ему кажется. Эффект прожектора заставляет людей думать, что они звезды шоу, и каждая ошибка повторяется снова и снова. Но, по правде говоря, прожектор более тусклый, чем им кажется. Подумай об этом. У тебя, наверное, бывали моменты, когда ты смущался из-за чего-то тривиального. Может быть, ты споткнулся или неправильно произнес что-то или сказал что-то не то. Ты думаешь, что все это видели, все смеются, все осуждают. Но позже, когда ты разговариваешь с другими, они почти ничего не помнят. А может быть, они даже не замечали этого. Их умы были заняты своими собственными заботами, точно так же, как твои своими собственными. Парадокс в том, что ты звезда в своих собственных глазах, но для всех остальных ты просто еще один человек, который живет своей жизнью, как и все остальные. Этот эффект работает в обе стороны. Когда ты смущен, тебе кажется, что ты оплошал перед всеми, но важно понимать, что внимание людей ограничено. Они слишком заняты своими переживаниями, эмоциями и своей жизнью, чтобы помнить о тебе во всех подробностях, которых ты боишься. Твоя оплошность может казаться тебе катастрофой, но для них это был всего лишь короткий момент, который они вряд ли запомнят. Если ты пытаешься успокоить кого-то, кто смущен, этот парадокс творит чудеса. Скажи им, что никто не заметил этого так сильно, как ты думаешь. Ты не единственный в этой комнате, у кого есть проблемы, и ты не в центре внимания, как тебе кажется. Это знание снимает груз с плеч. Оно избавляет от воображаемого внимания. Это позволяет им дышать легче. Чем больше они понимают, что внимание, которого они боятся, не такое, каким они его себе представляют, тем больше они могут расслабиться. Но вот в чем глубокий парадокс. Ощущение, что за тобой наблюдают, это иллюзия. Внимание приковано не к тебе, а к ним. И чем больше ты это осознаешь, тем легче тебе избавиться от самосознания. Когда ты понимаешь, как мало внимания окружающие уделяют тебе, твои ошибки теряют свою силу. Это не значит, что тебе не нужно заботиться о том, как ты выглядишь. Это не значит, что ты должен забыть об осторожности и действовать необдуманно. Это просто значит, что ты должен понимать, что внимание, которого ты боишься, часто гораздо менее интенсивное, гораздо менее важное и гораздо менее постоянное, чем ты думаешь. Люди быстро забывают о неловких моментах, потому что сами сталкиваются с неловкими ситуациями и заняты своими мыслями. Поэтому страх быть осужденным без конца – это в основном надуманный страх. В этом парадоксе есть и урок уверенности в себе. Чем больше ты понимаешь, что люди не обращают на тебя столько внимания, сколько ты думаешь, тем свободнее ты себя чувствуешь и можешь просто действовать. Если ты не в центре всеобщего внимания, как тебе кажется, то зачем стесняться? Зачем переживать из-за каждой мелочи? Ты идешь сквозь толпу людей, каждый из которых занят своими мыслями, своей жизнью, своими проблемами. У них тоже все не идеально. И это успокаивает. Это нормально. Поэтому в следующий раз, когда ты почувствуешь себя неловко, вспомни этот парадокс, ты на самом деле не в центре всеобщего внимания. Тебе не нужно соответствовать каким-то невозможным стандартам. Твои ошибки – это просто часть жизни, и они исчезнут из центра внимания гораздо быстрее, чем ты думаешь. То же самое и с другими. Когда ты видишь, что кто-то спотыкается, говорит что-то не то или ведет себя неловко, не думай, что на него направлен яркий свет прожектора. Скорее всего, он чувствует себя так же, как ты, когда тебя застали врасплох. Ему может казаться, что на него смотрит весь мир, но на самом деле мир сосредоточен на другом. И вот последний парадокс. Чем больше ты понимаешь, как мало внимания люди на самом деле обращают на тебя, тем увереннее и свободнее ты становишься.
Потому что ты больше не действуешь в ответ на воображаемую аудиторию. Ты можешь действовать, говорить и двигаться без постоянного страха быть под наблюдением, потому что ты наконец понимаешь, что прожектор на самом деле не так ярко светит на тебя. Так что в следующий раз, когда тебе будет неловко, вспомни эффект в центре внимания, расслабься. Никто не заметил этого так сильно, как тебе кажется. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он заключается в том, что ложь, повторенная достаточное количество раз, может начать казаться правдой. Это не должно работать. Нам нравится думать, что мы верим в правду и отвергаем ложь. Мы доверяем разуму, фактам, доказательствам. Но вот в чем загвоздка. Мозгу не всегда важно, правда это или нет. Ему важно, знакомо ли это, слышали ли вы это раньше, звучит ли это похоже на то, что вы уже приняли. И чем чаще вы это слышите, тем больше вероятность, что вы поверите, даже если это полная ложь. Это эффект иллюзорной правды. Парадокс прост. Повторение становится реальностью. Не потому, что утверждение становится умнее или логичнее, а потому, что ваш мозг привыкает к нему. Вы слышите его один раз, и это просто предложение. Вы слышите его 10 раз, и оно начинает казаться знакомым. А когда оно кажется знакомым, ваш мозг расслабляется. Он начинает соглашаться. Он думает, ну я постоянно это слышу. Может, это правда. И это ловушка. Вот почему одни и те же фразы, если их повторять достаточно часто, становятся убеждениями. Никому нельзя доверять. Успех зависит от удачи. Ты недостаточно хорош. Если эти фразы повторяются вам снова и снова, другими людьми или вашим внутренним голосом, они начинают казаться реальными. Не потому, что вы их выбрали, а потому, что они звучат правдоподобно. Вот где парадокс становится глубже. Правда не всегда побеждает. Но часто побеждает то, что громче и чаще звучит. Мы верим не только в то, что правильно, но и в то, что мы слышали чаще всего. Наш мозг путает чистоту с фактом. Это работает и с хорошими идеями. Говорите что-нибудь позитивное достаточно часто. Ты сильный, ты способный, ты можешь добиться большего. И даже если сначала ты в это не веришь, в конце концов это начинает сбываться. Повторение укрепляет веру, вера становится частью тебя, и это формирует твою личность. Но в этом и заключается опасность. Потому что это работает в обе стороны. Правда или ложь, полезно или вредно, мозг играет в одну и ту же игру. Если ты слышишь что-то снова и снова, ты начинаешь это принимать. Не потому, что это заслуживает принятия, а потому, что твой мозг любит простые решения. И самое простое решение – знакомое. Если что-то кажется знакомым, твой мозг воспринимает это как более безопасное, простое и заслуживающее доверия. И это доверие быстро укрепляется, когда ты снова и снова слышишь одну и ту же идею. Ты не замечаешь изменений. Это происходит медленно, незаметно, в твоих мыслях, пока однажды ты перестаешь это даже подвергать сомнению. Это просто кажется правильным. Это иллюзия. Ты веришь не в правду. Ты веришь в комфорт. Вот почему люди верят лозунгам, почему ложные слухи распространяются со скоростью лесного пожара, почему мифы живут веками. Потому что если сообщение повторяется достаточно часто, оно становится навязчивым. Неважно, насколько оно ошибочно. Важно, как часто оно появляется. Чем чаще оно появляется, тем больше твой мозг говорит: «Да, я уже видел это раньше. Должно быть, в этом что-то есть». И теперь парадокс становится очевидным. Ты можешь заставить людей поверить почти во что угодно, не доказывая это, а повторяя. Это похоже на манипуляцию. Но это также способ, которым мы учимся. Так работают аффирмации. Так работают мантры. Так идеи превращаются в личные убеждения. Хитрость в том, чтобы знать, какие голоса звучат в твоей голове, какие утверждения повторяются, потому что именно они формируют твои убеждения. И не только твои убеждения о мире, но и о себе. Подумайте о том, что вы говорите себе каждый день. Тихие комментарии, голос на заднем плане. Если вы говорите «у меня это плохо получается», то каждый раз, когда вы терпите неудачу, вы повторяете это. И в конце концов вы в это поверите. Не потому, что это правда, а потому, что это знакомо. Чем больше вы сомневаетесь, тем больше сомнений становится вашей реальностью. Чем больше вы повторяете сила, тем больше силы становится вашей основой. Дело не в правде, а в открытости.
Вы даже можете это проверить. Возьмите любой случайный факт, правдивый или нет, и повторите его кому-нибудь 3 или 4 раза разными способами. Не надо ничего объяснять. Просто упомяните об этом. Вставьте это в текст. Позже спросите их, во что они верят. Скорее всего, идея покажется вам более правдоподобной, чем раньше. Не потому, что вы их убедили, а потому, что вы ее повторили. Это и есть эффект иллюзорной правды. Повторение– это и есть убеждение. Это тонко, мощно и совершенно иррационально. И вот тут-то это становится практичным. Если ты хочешь, чтобы кто-то верил во что-то, в причину, в предназначение, в самих себя, тебе не нужно спорить. Тебе просто нужно повторять. Последовательно и спокойно. Со временем. И смысл будет усвоен. Не потому, что они сразу согласились с тобой, а потому, что их мозг приспособился к тому, как это звучит. С тобой происходит то же самое. Если ты хочешь изменить свое мышление, не жди мотивации. Не стремись к глубоким прорывам. Просто выбери правильное предложение и повторяй его каждый день, каждый раз, когда закрадываются сомнения, повторяй это снова и снова и снова. Сначала это будет звучать фальшиво, но дай этому время. Фамильярность победит. Ложь, которая сдерживала тебя, была создана повторением, так же, как и правда, которая делает тебя свободным. Этот парадокс столь же опасен, сколь и полезен. Потому что неправильное повторение приводит к ментальным ловушкам. Правильное повторение укрепляет силу воли. Мозгу все равно, что вы повторяете. Он просто слушает то, что слышит чаще всего. В этом ваша сила и ваша ответственность. Так что используйте это с умом. Повторение– это не просто инструмент, это оружие. Зеркало– машина. Оно не думает, оно просто повторяет. Чем больше вы его кормите, тем больше оно растет. Чем больше вы повторяете, тем больше вы в это верите. И вот парадокс. Правда не обязательно должна быть правдой. Она должна звучать правдоподобно. Достаточно долго, достаточно громко, достаточно часто, чтобы ваш мозг ее принял. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, как маленькие «да» могут привести к большим, даже если они кажутся не связанными между собой. Это звучит слишком просто, чтобы быть правдой. Задайте человеку 3 простых вопроса, пусть он 3 раза ответит «да», и вдруг он с большей вероятностью ответит «да» на то, что вам действительно нужно. Но именно так это и работает. Дело не в логике. Дело в инерции. Чем больше человек с вами соглашается, тем больше его мозг хочет продолжать соглашаться. Это называется лестница согласия. И вот парадокс. Лучший способ заставить человека сказать «да» на что-то сложное– это сначала заставить его сказать «да» на что-то легкое. Переход происходит незаметно. Вы начинаете с чего-то очевидного. Здесь тепло, правда? Вы много работали в последнее время, не так ли? Вам нравится находить выгодные предложения, не так ли? С этим легко согласиться. Никакого сопротивления, никакого давления, просто маленькие «да», безопасные «да». И каждый раз, когда они это говорят, что-то происходит внутри них. Их мозг начинает выстраивать схему. Да, да, да. Теперь этот ритм запущен. И вот тут-то и проявляется парадокс. Мозг хочет оставаться последовательным. Он не хочет нарушать схему. Когда после 3 «да» ты говоришь «нет», это звучит странно. Поэтому, когда ты наконец просишь о чем-то по-настоящему важном, о помощи, предложении, о просьбе, они уже на полпути к этому. Не потому, что они все обдумали, а потому, что их разум уже настроен на согласие. И этот настрой сильнее, чем логика. Вот почему этот метод работает лучше, чем споры. Вместо того, чтобы убеждать кого-то фактами, ты ведешь его к согласию. Ты не заставляешь его сказать «да», ты ведешь его к этому шаг за шагом. Это не обман, это создание потока. Человеческий мозг не любит быстро переключаться с «да» на «нет». Ему проще двигаться в одном направлении, и чем мягче начало, тем легче путь. Теперь представь, что это используется в реальной жизни. Ты ведешь переговоры. Ты спрашиваешь, мы оба хотим, чтобы все получилось, верно? Они кивают. Мы оба стремимся к чему-то справедливому. Еще один кивок. И мы уже немного продвинулись. Это 3 «да». Теперь, когда ты озвучишь свою настоящую просьбу, она будет звучать мягче. Ты создал ритм. А ритмы сложно нарушить. Это странная правда. Согласие становится привычкой. Как только оно возникло, оно хочет продолжаться.
Парадокс в том, что согласие не просто отражает согласие, оно его создает. Человек начинает чувствовать себя ближе к тебе, просто кивая, даже если первые вопросы не имеют ничего общего с последним. Согласие сближает, создает иллюзию единства. А мозг больше хочет единства, чем конфликта. Вот почему опытные коммуникаторы никогда не переходят сразу к главному. Они разогревают его. Они начинают с вопросов, которые предполагают согласие, не для того, чтобы манипулировать, а для того, чтобы создать импульс. Этот импульс не громкий, он не очевиден. Это просто тихое согласие, мысленный кивок. И этот кивок меняет все. По той же причине мы киваем во время разговора, сами того не замечая. Как только мы один раз кивнули, мы продолжаем кивать дальше. Это ритм, это течение. И когда этот ритм «да», становится трудно остановиться. Но вот в чем парадокс. Эти «да» даже не обязательно должны быть значимыми. Они могут быть поверхностными, просто разговорами ни о чем, простыми истинами. Ты сегодня занят. У тебя была длинная неделя. Мы все хотим, чтобы все наладилось. И каждый из нас добавляет свой ритм. Каждый из нас снижает сопротивление. Каждый из нас приближает их к большому «да», которого ты еще даже не просил. Ты ничего не навязываешь. Ты просто задаешь тон. А у тона есть сила. Потому что когда ты просишь кого-то согласиться с тобой даже в мелочах, это заставляет их чувствовать себя частью процесса. Это заставляет их чувствовать себя в гармонии. И это чувство гармонии делает их более открытыми для продолжения разговора в твоем ключе. Вот почему это работает. Не потому, что ты их обманул, а потому, что ты завоевал их доверие своим согласием. Ты сказал «мы на одной волне», верно? И они ответили «да». Ты сказал «ты хочешь чувствовать себя более уверенно», верно? И они ответили «да». К третьему разу их мозг уже воспринимает тебя как союзника, а не противника. И когда задается последний вопрос, это уже не кажется прыжком в неизвестность. Это кажется следующим шагом в уже начавшемся процессе. И вот парадокс внутри парадокса. Это работает только тогда, когда кажется естественным. Если «да» слишком очевидно или звучит слишком часто, это кажется фальшивым. Магия в течении, а не в чистоте. Ты ведешь, а не давишь. Ты позволяешь этому развиваться, а не навязываешь. Если кто-то чувствует, что вы соглашаетесь просто для того, чтобы заманить его в ловушку, то вся затея провалится. Но если это похоже на настоящий разговор с настоящими моментами согласия, то эффект будет реальным. И вот что странно, это работает и на вас. Чем больше вы говорите «да», тем более открытым становитесь. Ваше мышление меняется в сторону согласия. Ваше сопротивление ослабевает. Вы начинаете больше доверять, больше общаться, больше принимать. Это работает в обе стороны. Вот почему этот парадокс так странен. Согласие порождает еще больше согласия не только между людьми, но и внутри каждого человека. Когда вы говорите «да», это меняет то, как вас воспринимают. Это создает гармонию, даже если она временная. Это говорит «мы вместе». И этому чувству единства трудно сопротивляться. Поэтому в следующий раз, когда вам понадобится, чтобы кто-то сказал «да», начните с малого. Задайте 3 вопроса, на которые, как вы знаете, они ответят «да». Пусть они скажут «да». Пусть их разум начнет работать с вами заодно. А потом, когда наступит подходящий момент, спросите о том, что вам действительно нужно. Вы удивитесь, как далеко вас могут завести эти первые «да». Вот в чем парадокс. Согласие приходит не от силы, а от потока. И для создания этого потока достаточно нескольких маленьких «да». Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, что когда вы просите совета, вы сближаетесь с людьми, а когда просите высказать мнение, то отдаляетесь от них. Кажется, что эти две вещи должны быть одинаковыми. Вы просто спрашиваете, что человек думает, верно? Но нет. Между ними огромная разница. И эта разница – ключ к общению. Парадокс в том, что когда вы просите совета, вы вызываете уважение и сближаетесь. А когда просите высказать мнение, то отдаляетесь и вызываете осуждение. Одно открывает сердце, а другое вызывает защитную реакцию. Вот как это работает. Когда вы спрашиваете чье-то мнение, вы приглашаете человека оценить что-то, вынести суждение, занять определенную позицию. И с этой позиции приходит молчаливый вызов. Человек начинает думать, согласен он или нет, нравится ему это или нет, одобряет ли он вас, вашу идею, ваш подход.
И вот разговор затихает. Он превращается в тихую битву идей. Они говорят, вы реагируете и не успеваете оглянуться, как уже не сотрудничаете, а сравниваете. Но когда вы просите совета, все меняется. Вы больше не просите их судить, вы просите помочь. Это небольшое изменение убирает эго. Это создает гармонию. Люди чувствуют себя полезными, ценными, умными. Их бдительность ослабевает, их энергия меняется. Вместо того, чтобы решать, что они думают о вашей идее, они теперь участвуют в ее создании. В этом парадокс. Отдавая часть контроля и прося совета, вы получаете влияние. Вы можете подумать, что прося совета, вы ставите себя ниже другого человека, как будто отдаете власть, но на самом деле все наоборот. Это заставляет людей больше любить вас, потому что вы заставили их почувствовать себя уважаемыми, важными, услышанными. И это чувство заставляет их хотеть поддержать вас, а не бросить вам вызов. Психологически, когда вы даете совет, это вызывает гордость, а не высокомерие, но теплоту. Помощник чувствует себя умным. Он чувствует себя наставником, а не критиком. И мозг любит эту роль. Когда люди чувствуют себя умными рядом с вами, они начинают ассоциировать это приятное чувство с вами. Но когда вы спрашиваете чье-то мнение, мозг переключается в другой режим. Теперь ему нужно защищаться. Он начинает думать, какой ответ правильный, или как они это воспримут. Или меня здесь проверяют. Это превращается в спектакль, а спектакль убивает связь. Вот почему просьба о совете помогает наладить отношения. Неважно, примете ли вы совет. Неважно, знаете ли вы уже ответ. Важно то, что вы проявили уважение. Вы дали им возможность поделиться мудростью. И это делает людей счастливыми. Даже если тема деликатная, просьба дать совет снижает напряжение. Вы говорите «я доверяю вашему мнению». Я хочу у вас поучиться. С этим трудно поспорить. В этом предложении нет никакого противостояния. Просто открытая дверь. А теперь представьте это в реальной жизни. У вас есть идея, и вы хотите, чтобы кто-то ее поддержал. Вы спрашиваете, каково ваше мнение об этом. Они задумываются. Они анализируют. Они ищут недостатки. Вот что подразумевает слово «мнение». Но если вы спросите, могу ли я узнать ваше мнение о том, как это улучшить, они задумаются по другой причине. Теперь они думают, как это улучшить. Они не оценивают, хорошо это или плохо. В этом разница. Мнения могут разделять. Совет объединяет. И вот скрытая выгода, люди с большей вероятностью согласятся с тем, что они помогли создать. Если они дали вам совет, даже небольшой, они уже вовлечены. Они будут за это болеть. Они будут защищать это не потому, что вы их убедили, а потому, что они приложили к этому руку. Вот парадокс внутри парадокса. Когда вы просите совета, люди начинают соглашаться с вами не потому, что они поняли вашу точку зрения, а потому, что они помогли ее сформулировать. Это работает и в конфликтах. Если кто-то с вами не согласен, не говорите, почему вы думаете, что я не прав. Это ловушка. Это вызывает защитную реакцию. Вместо этого скажите, какой совет вы бы мне дали, чтобы лучше понять вашу точку зрения. Посмотрите, что произойдет. Их тон изменится. Они снимут броню. Теперь они не защищаются, а объясняют и помогают. А люди любят помогать. Вот почему этот простой прием так эффективен. Вам не нужно менять свои взгляды, не нужно смягчать свою позицию, просто измените подход. Вместо того, чтобы спрашивать, что вы думаете, спросите, что бы вы предложили. Это простое предложение сближает людей. Оно работает в руководстве, в командной работе, в отношениях, в переговорах и даже в продажах. Когда вы просите совета, энергия меняется. Люди перестают сопротивляться и начинают помогать. И вот последний нюанс. Когда вы просите совета, вы становитесь более привлекательным. Это говорит о вашей скромности, открытости и любознательности. Вы не притворяетесь, что знаете все, вы говорите, что цените мнение другого человека. И это вызывает уважение. Поэтому в следующий раз, когда вам понадобится чья-то поддержка, не просите их оценить вас. Попросите их помочь. Позвольте им почувствовать себя мудрыми. Позвольте им внести свой вклад. Пусть они увидят, что вы не просто пытаетесь выиграть, вы пытаетесь расти. Вот в чем парадокс. Самый быстрый способ завоевать чью-то поддержку – не впечатлять их, а просить их совета. Добро пожаловать в следующий парадокс. Этот парадокс о том, что молчание может сказать больше, если вы смотрите человеку в глаза.
Это кажется таким незначительным. Взгляд, секунда. Просто задержите взгляд немного дольше, чем обычно. Но это крошечное действие меняет то, как люди видят вас. Меняет их чувства. Меняет их убеждения. И вот парадокс. Чем молчаливее действие, тем сильнее его влияние. Вы не повышаете голос, не спорите, а просто смотрите в глаза. И вдруг вы кажетесь более уверенным, более искренним, более сдержанным. Вы ничего не добавляете. Вы просто смотрите немного дольше. Стратегический зрительный контакт – это сила без давления. Когда вы смотрите кому-то в глаза, не неловко, не агрессивно, просто чуть дольше, чем обычно. Вы демонстрируете силу без принуждения. Вы посылаете сообщение, что верите в то, что говорите, что не скрываете ничего и ожидаете, что вас воспримут всерьез. И все это за 1 секунду молчания. Сначала это кажется бессмысленным. Нам говорят, что нужно использовать слова, чтобы убеждать, голос, чтобы командовать, движение, чтобы выражать эмоции. Но здесь все наоборот. Глаза делают всю работу. Молчание становится сигналом. Не моргать, не отводить взгляд, не занимать пространство, просто смотреть. И вот тут возникает парадокс, когда вы дольше смотрите в глаза, вы чувствуете себя увереннее, даже если раньше этого не было. Взгляд не просто воздействует на собеседника, он меняет вас. Вы чувствуете себя устойчиво. Вы чувствуете, что стоите на земле. Вы чувствуете, что находитесь именно там, где должны быть, и говорите именно то, что должны говорить. Вот в чем секрет. Взгляд не просто придает уверенности, он ее создает. А что чувствует человек напротив вас? Он тоже это чувствует, не всегда осознанно. Он не скажет: вы смотрели мне в глаза на 2,3 секунды дольше, чем обычно. Но он что-то почувствует. Легкое напряжение, ощущение присутствия, доверие, паузу перед тем, как ответить. Вот в чем эффект. Он незаметен, но неоспорим. Потому что глаза нужны не только для того, чтобы видеть, но и для того, чтобы чувствовать. Мы считываем эмоции по глазам. Мы замечаем правду, сомнение, силу, страх. И когда кто-то дольше смотрит в глаза, мы наклоняемся к нему не физически, а эмоционально. Мы уделяем больше внимания, придаем больше веса, начинаем больше верить. Вот почему великие ораторы делают паузы и смотрят, а великие лидеры не оглядывают зал, когда говорят что-то важное. Они закрепляются на месте, они подкрепляют свои слова взглядом, и это помогает запомнить. Парадокс в том, что делая меньше, вы добиваетесь большего. Не нужно кричать, не нужно объяснять, даже не нужно повторять. Просто скажи свою реплику и позволь взгляду сделать остальное. Но тут нужен баланс. Если будешь смотреть слишком долго, это будет выглядеть странно. Если будешь смотреть слишком мало, это потеряет эффект. Магия в том, чтобы немного продлить взгляд. В полусекундной паузе, которая делает момент реальным. И дело не только в уверенности, но и в контакте. Когда ты говоришь что-то и смотришь в глаза, ты устанавливаешь связь. Ты не просто смотришь сквозь них, ты не отвлекаешься. Ты полностью присутствуешь здесь. Это заставляет людей чувствовать, что их уважают, понимают. И когда люди это чувствуют, они слушают, доверяют. Они отвечают. Даже если молчат, зрительный контакт говорит сам за себя. Особенно если молчат. Это парадокс. Словам можно не верить, а взгляду нет. Можно притвориться, что говоришь. Но нельзя притвориться, что ты здесь. Когда ты смотришь в глаза и не отводишь взгляд, люди чувствуют правду за твоими словами. Или ее отсутствие. И это придает тебе авторитета. Ни тон, ни звание, ни громкость, а твоя неподвижность, готовность стоять на своем, не дрогнуть, не заполнить момент шумом. Просто встреться с ними взглядом, удержи его, дай ему подействовать. Это работает в любом случае. С незнакомцами, с друзьями, на встречах, в конфликтах, в убеждении. Не нужно давить сильнее, просто посмотри на них и дай им понять, что ты не отводишь взгляд. Даже в споре стратегический зрительный контакт смягчает напряжение. Ты не нападаешь, ты не отступаешь. Ты просто держишь взгляд. Этот взгляд говорит: я уважаю тебя настолько, что остаюсь с тобой. Я не убегаю от этого. И этот тонкий жест, когда ты остаешься в моменте, глядя в глаза, превращает спор в диалог.
Это почти несправедливо, сколько власти это дает, потому что пока они пытаются подобрать слова, произвести впечатление, защитить себя, ты просто стоишь. Спокойно смотришь и присутствуешь. И это присутствие становится контролем. Но контроль не агрессивный. Вот в чем разница. Ты не доминируешь над ситуацией, ты владеешь ею. Спокойно. Спокойно. Ясно. И вот что самое странное. Люди запоминают зрительный контакт больше, чем твои слова. Они могут забыть, что ты сказал, но запомнят, что ты заставил их почувствовать. Зрительный контакт заставляет людей чувствовать себя в безопасности, видеть, что их уважают, а иногда и нервничать, чувствовать себя уязвимыми. Это зависит от контекста, но в любом случае это незабываемо. Поэтому в следующий раз, когда будешь говорить, не торопись. Не заполняй все пространство словами. Вырази свою мысль, потом посмотри. Задержи взгляд. Пусть это подействует. Пусть они почувствуют его вес. Пусть твои глаза скажут то, что не нужно повторять словами. Вот в чем парадокс. Не всегда слова делают мысль сильнее, а глаза делают, и для этого нужно лишь чуть больше времени, чем обычно. Достаточно, чтобы это почувствовали, но не настолько, чтобы это испугало. Это пространство, где живет присутствие, где проявляется искренность, где сила говорит беззвучно. Добро пожаловать в следующий парадокс. Этот парадокс о том, что если говорить медленнее и меньше, ты кажешься умнее и сильнее. Сначала это кажется неправильным. Ты думаешь, что чем быстрее говоришь, тем больше доказываешь, что знаешь, о чем говоришь, что скорость показывает твою сообразительность, а быстрое мышление означает уверенность. Но на самом деле все наоборот. Торопливая речь звучит тревожно, а быстрая речь создает впечатление, что ты пытаешься убежать от сомнений. Кажется, что ты даже не веришь своим словам. И вот парадокс. Чем медленнее ты говоришь, тем сильнее кажешься. Уверенность не торопится и не бежит. Она движется с определенной целью. Когда кто-то говорит медленно, четко и спокойно, люди прислушиваются. Не из-за громкости, не из-за словарного запаса, а из-за темпа. Медленная речь говорит о том, что человек контролирует ситуацию. Это значит, что вы не боитесь тишины. Вы не пытаетесь заполнить пространство, не стремитесь быть принятым. Вам комфортно в своем присутствии. И это сила. Парадокс здесь только усиливается. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали всерьез, не старайтесь звучать впечатляюще, старайтесь звучать уверенно. А уверенность приходит с тишиной, паузами, дыханием, когда вы даете своим словам время отложиться в сознании. Когда вы торопитесь, слова накладываются друг на друга, смысл теряется. Люди чувствуют ваше напряжение, но когда вы замедляетесь, ваши слова обретают вес. Каждое слово получает свой момент, и люди не просто слушают, что вы говорите, они это чувствуют. Вот что все меняет. Медленную речь легче воспринимать, она кажется более правдивой. Мозг воспринимает медленную речь как более обдуманную, честную, мудрую, потому что быстрая речь часто вызывает неправильные ассоциации. Это похоже на выступление, на нервозность. Но медленная речь звучит так, будто вы уверены в том, что говорите. Вот почему великие ораторы делают паузы, почему лидеры говорят в определенном ритме, почему самые запоминающиеся слова часто произносятся в полголоса. Дело не в том, чтобы быть драматичным, а в том, чтобы быть искренним. Быстрая речь уводит от настоящего момента. Медленная речь его закрепляет. И вот здесь парадокс становится инструментом. Если вы когда-нибудь будете сомневаться, замедлитесь. Люди не подумают, что вы растерялись. Они подумают, что вы спокойны и контролируете ситуацию, даже если это не так. Вот в чем сила темпа. Он не просто отражает уверенность, он ее создает. Ваше дыхание замедляется, мысли успокаиваются, и аудитория подстраивается под вас. Это ключевой момент. Когда вы говорите быстро, вы реагируете на аудиторию. Вы пытаетесь удержать внимание аудитории, но когда вы замедляетесь, зал реагирует на вас. Ваш темп становится доминирующей энергией, и люди подстраиваются под него. Они дают вам время, потому что вы показываете, что не спешите. Вы не гонитесь за одобрением, вы направляете внимание. Подумайте о людях, которые кажутся самыми уважаемыми в обществе. Они никогда не спешат, не паникуют, что их не услышат. Они ждут, говорят, когда это важно. И когда они говорят, они делают это спокойно. Никаких криков, никакой спешки, только тихий голос, который выделяется на фоне шума. Это снова парадокс. Вас лучше слышат, когда вы говорите медленнее и тише. Скорость – это не сила, а ясность. Когда вы замедляетесь, вас легче понять.
а тому, что легко понять, легче поверить. Вы уменьшаете трение, путаницу. Вы говорите так, будто вам не нужно ничего доказывать. Потому что спешка часто является признаком страха. Страха тишины, страха быть отвергнутым, страха, что вас перебьют. Но когда вы доверяете своему сообщению, вам не нужно спешить. Вы даете ему время отстояться. Это работает и в напряженные моменты. На интервью, переговорах, презентациях. Инстинкт заставляет заполнять паузы, продолжать говорить, чтобы избежать неловкого молчания. Но запоминаются те, кто делает паузы. Они доносят свои слова не потому, что говорят больше, а потому, что выбирают правильное время. Каждая пауза – это акцент. Это говорит людям, что эта часть важна. Это придает вес. А вес удерживает внимание. Даже в обычном разговоре это работает. Когда вы говорите медленно, вы не становитесь скучным, вы становитесь сосредоточенным. Это показывает, что вы думаете, когда говорите, а не просто произносите слова. Эта вдумчивость вызывает доверие. Люди думают, что те, кто говорит быстро, что-то продают. Они думают, что те, кто говорит медленно, что-то знают. И вот в чем загвоздка. Вам не нужно менять само сообщение, только скорость. Одно и то же предложение, произнесенное медленно, звучит как глубокая мысль. А если быстро, то как будто вы просто заполняете паузу. Дело не в словах, а в том, как вы их произносите. В этом и заключается парадокс. Вы кажетесь умнее не потому, что говорите быстрее, а потому, что делаете паузы между словами. Смысл живет не в словах, а между ними. Допустим, вы хотите донести важную мысль. Если вы говорите быстро, она пролетает мимо. Люди кивают, но потом забывают. Но если вы говорите медленно, с паузами «да» и «после», она становится чем-то другим. Они ее запоминают. Не потому, что она была новой, а потому, что вы придали ей вес. Вот в чем суть. Медленная речь придает вес вашим словам. Это едва заметное, но мощное изменение. И что самое приятное, вам не нужно сразу этому учиться. Начните с малого. Выберите один момент в течение дня, одно предложение, замедлите его, дайте ему отложиться в памяти. Посмотрите, как реагируют люди, а потом повторите это медленно, уверенно. Как ваш голос. Чем больше вы это делаете, тем естественнее это становится. Вы тоже начнете чувствовать изменения внутри себя. Меньше спешки, меньше шума, больше контроля, больше спокойствия. И другие это почувствуют, даже не зная почему. Вот в чем парадокс. Люди не запомнят все, что вы сказали. Но они запомнят, как вы это сказали. И если вы говорили медленно, они запомнят вас. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, что ценность чего-то возрастает, когда его становится труднее получить, даже если оно не изменилось. Это парадокс дефицита, идея о том, что когда что-то редкое или вот-вот исчезнет, люди внезапно начинают этого хотеть, не потому что это лучше, не потому что это улучшилось, а потому что этого может не стать завтра. Этот страх упустить что-то превращает обычное в срочное, и эта срочность вызывает желание. Самое странное, что вам не нужно менять продукт, идею или предложение. Вам просто нужно изменить доступность. Вы говорите «осталось немного», ограниченное количество, почти закончилось, и внезапно люди не могут отвести взгляд. Вот в чем хитрость. На самом деле ничего не изменилось, кроме того, как люди это видят. Вот почему парадокс так силен. Вы повышаете ценность, создавая дефицит, а не добавляя что-то новое. Люди хотят не просто хорошие вещи, они хотят то, что скоро исчезнет. То, что вчера лежало нетронутым, сегодня становится ценным, если есть шанс, что завтра этого не будет. Логика говорит, что вещь имеет ту же ценность. Эмоции говорят, что она ускользает сквозь пальцы, и эмоции почти всегда побеждают. Люди больше реагируют на потерю, чем на приобретение. Скажите им, что они могут что-то упустить, и они будут действовать быстрее, чем если бы вы сказали им, что они могут получить выгоду. Дефицит задействует ту часть мозга, которая отвечает за выживание. Он шепчет «действуй сейчас или пожалеешь». Это давление заставляет людей двигаться, а движение создает импульс продажи, решения, перемены. Вот почему маркетологи используют обратный отсчет, почему магазины объявляют о последней возможности купить, почему люди выстраиваются в очередь за эксклюзивными или ограниченными сериями товаров. Это не всегда потому, что товар лучше.
Это потому, что его становится меньше, а дефицит меняет восприятие. Вот где парадокс усиливается. Ценность не выросла, но срочность увеличилась, а срочность часто сильнее ценности. Вы можете предложить что-то действительно полезное, и людям будет все равно, пока они не поймут, что могут это потерять. Тогда это вдруг станет важным. Не потому, что это стало лучше, а потому, что это стало хрупким, мимолетным, временным. И это изменение от навсегда к может быть нет, все меняет. Это работает и в общении. Если вы говорите, что эта возможность скоро исчезнет или что вы не сможете всегда быть доступны, вы создаете это изменение. Теперь люди смотрят на то, что вы предлагаете, сквозь призму времени, и время создает давление. А давление заставляет принимать решения. Именно решение приводит к переменам. Вот почему билеты с надписью «Осталось всего 2 места» раскупаются быстрее. Вот почему люди действуют, когда время поджимает. Вот почему то, что вчера было проигнорировано, сегодня становится обязательным. Просто потому, что оно может исчезнуть. Мы не хотим это потерять, поэтому мы спешим. Но есть еще один нюанс, даже искусственный дефицит работает. Мозг не ждет, чтобы проверить, правда ли это. Если что-то кажется редким, он реагирует. Вот почему срочность и сообщения важнее технических деталей. Дело не в логике. Дело в эмоциях. А эмоции не задают вопросов. Вот почему люди гонятся за эксклюзивностью. Они хотят, чтобы это было у них, а не у всех остальных. Они хотят почувствовать, что успели, пока двери не закрылись. Даже если это то же самое, но не у всех есть это, значит оно особенное. Ценность меняется не в самом продукте, а в доступе к нему. Дефицит заставляет людей чувствовать, что они это заслужили, и то, что они заслужили, кажется им более ценным. Это снова парадокс. Вам не нужно менять сам продукт, вам нужно изменить контекст. Но есть предел. Если люди почувствуют, что дефицит искусственный, это приведет к обратному эффекту. Он должен казаться реальным. Или, по крайней мере, возможным. Нельзя сказать, что осталось всего 5 мест, и на этом все. Мозг приспосабливается. Он начинает игнорировать это. Чтобы дефицит работал, он должен быть честным, неожиданным и достаточно правдоподобным, чтобы вызывать срочную необходимость. Когда это происходит, люди реагируют быстро. Быстрее, чем думают, быстрее, чем сравнивают. Они не сомневаются, а действуют. Не всегда потому, что хотят этого, а потому, что боятся не получить. Дефицит меняет уравнение. Теперь вопрос не в том, хочу ли я это, а в том, что если я этого не получу, и этот страх заставляет их действовать. И вот что странно, когда человек наконец получает то, что чуть не потерял, он часто начинает ценить это больше. Он защищает это, говорит об этом, гордится этим, не потому, что это что-то особенное, а потому, что это было трудно достать. Это иллюзия, которую создает дефицит. Борьба придает смысл. Редкость придает вес. Мы не просто хотим то, чего мало, мы ценим это больше, когда получаем. А иногда желание пропадает, когда это больше не дефицит. Это скрытая опасность. Если все всегда доступно, люди перестают за этим гнаться. Но если что-то кажется ограниченным, редким, особенным, оно оживает. Не потому, что оно изменилось, а потому, что изменились мы, потому что наше восприятие изменилось. И дефицит контролирует это изменение. Вам не нужно больше функций. Вам не нужно кричать громче. Просто сократите время, ограничьте количество мест, уменьшите доступ, и вдруг люди увидят то, что всегда было, как нечто, что может исчезнуть. И эта потенциальная потеря станет спусковым крючком. Так что в следующий раз, когда вы захотите, чтобы кто-то обратил на вас внимание, не просто говорите о том, что это такое. Расскажите, как долго это продлится, насколько это редкое явление, как быстро оно может исчезнуть. Пусть ваш разум сделает расчеты, а сердце сделает все остальное. Потому что в этом и заключается парадокс. Вы повышаете ценность, не добавляя ничего, а убирая лишнее. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, как одно маленькое слово может незаметно открыть двери. Потому что это кажется слишком простым, слишком мягким, но это слово меняет все. Когда вы его используете, даже если у вас слабая причина, люди с большей вероятностью скажут «да». Не потому, что ваша причина убедительна, а потому, что ваша структура знакома. Вот в чем парадокс. Люди не всегда реагируют на причину, они реагируют на то, что вы ее назвали.
Потому что это означает, что причина будет озвучена и мозг расслабляется. Он перестает сопротивляться. Он слушает иначе. Одно слово переключает внутренний переключатель. Без него просьба звучит случайно или требовательно. С ним та же просьба звучит оправданно, даже если логика за ней слабая. Дело не в силе вашей причины, а в ритме предложения. Вы говорите: «Можно я пойду вперед вас в очереди?» И люди сомневаются. Но если вы скажете: «Можно я пойду вперед вас в очереди, потому что мне нужно быстро позвонить?» Они с большей вероятностью согласятся, даже если причина не срочная. Даже если у всех в очереди тоже есть дела. Разница в том, что вы используете ключ, и ключ это потому что. Вот почему этот парадокс такой странный. Слабая причина может привести к сильным результатам. Потому что дело не в убеждении, а в том, чтобы звучать убедительно. Как только люди это слышат, они ожидают логики. Они предполагают, что вы все продумали. Они верят, что у вас есть намерение. И большинство не станет спрашивать, действительно ли ваша причина имеет смысл. Их мозг слышит структуру, и это кажется безопасным. Это своего рода шаблон, который глубоко укоренился в том, как люди воспринимают общение. Люди любят шаблоны, и поэтому они их создают. Запрос, причина, ответ. Это кажется завершенным, знакомым. Это подсказывает нашему разуму, что это правильная последовательность. И нашему разуму больше нравится правильная последовательность, чем анализ каждой детали. Поэтому люди соглашаются с этим. Вот почему продавцы используют это, почему лидеры используют это. Даже родители и учителя опираются на это. Потому что это придает сообщению продуманный вид, независимо от того, так это или нет. И вот тут становится еще интереснее. Если вы скажете: «Мне нужна ваша помощь», люди могут задуматься. Но если вы скажете: «Мне нужна ваша помощь», потому что это многое изменит, они ответят быстрее, не потому, что это предложение сильное, а потому, что оно кажется законченным. Вот в чем хитрость. Потому что это придает вашему предложению законченный вид, даже если остальная часть предложения кажется пустой. Вы говорите: «Не могли бы вы просмотреть это для меня?» И это звучит как задание. Вы говорите: «Не могли бы вы просмотреть это для меня, потому что я ценю ваше мнение?» И вдруг это звучит как комплимент, как цель, как связь. Одно и то же задание, но в другом контексте. И этот контекст меняет все. Люди реагируют не только на содержание, но и на структуру. И потому что придает структуре смысл. Это работает и в конфликтных ситуациях. Если вы скажете: «Мне нужно пространство», это может прозвучать холодно. Но скажите: «Мне нужно пространство, потому что я хочу ясно мыслить, когда мы будем разговаривать», и это изменит тон. Теперь это не отказ, а ответственность. Одно это слово меняет смысл. В чем же парадокс? Сама причина имеет меньшее значение, чем мы думаем. Люди сначала руководствуются эмоциями, а не логикой. Они запрограммированы на использование шаблонов. Потому что это один из таких шаблонов. Это дает понять, что что-то объясняется, даже если человек не до конца понимает объяснение. И поскольку большинство людей не хотят анализировать каждое свое действие, они принимают то, что кажется им знакомым. Они реагируют на шаблон, а не на слова. В этом и заключается сила. Вы не манипулируете, вы просто понимаете, как язык влияет на принятие решений. Вы не давите, вы прокладываете путь. Слово «потому что» снижает сопротивление. Оно успокаивает ту часть мозга, которая хочет сказать «нет». Оно смягчает стену, которая мешает согласиться. Это делает просьбу более человечной, более обоснованной, более естественной. Это маленькое слово, но оно открывает большие возможности. Даже когда вы даете себе разрешение, это помогает. Сказать «я собираюсь отдохнуть» – это одно. Сказать «я собираюсь отдохнуть», потому что заслужил, это совсем другое. Вы только что нашли себе оправдание. А оправдание подталкивает к действию. Это работает и в вашем сознании. Если вы говорите «я собираюсь заняться спортом», это просто задача. Но скажите «я собираюсь заняться спортом, потому что хочу быть сильным». И теперь это уже цель. Смысл, мотивация. Мозгу нужны причины. Даже маленькие причины, особенно маленькие. Потому что маленькие причины не вызывают большого сопротивления. Поэтому, когда вы просите кого-то о чем-то или напоминаете себе, почему вы это делаете, добавьте это слово в предложение. Потому что. Произнесите его медленно, с чувством, пусть оно несет смысл. И тогда смысл будет весомее. Вот в чем парадокс.
Слово «потому что» не просто следует за причиной, оно становится причиной. Добро пожаловать к следующему парадоксу. Он о том, что самое маленькое «да» может привести к самому большому, если начать с малого. Это техника ноги в двери. Вы просите о чем-то незначительном, легком, едва заметном, о чем никто не скажет «нет». И как только они соглашаются, вы переходите к тому, чего действительно хотите. Чем больше просьба, тем больше цель. И вот в чем парадокс. Лучший способ заставить кого-то согласиться на что-то большое – это сначала заставить его согласиться на что-то маленькое, не потому что это важно, а потому что. Если человек уже сказал «да», ему будет проще сказать «да» снова. Это работает, потому что люди хотят быть последовательными. Как только они соглашаются на первую просьбу, их мозг начинает создавать образ себя, который говорит «я помогаю». Я поддерживаю это. Я уже сказал «да», так что, наверное, должен сказать «да» снова. И вот так дверь приоткрывается. Не силой, не логикой, а инерцией. Первое «да» – это первый шаг. Второе «да» – это открытая дверь. Вот почему этот парадокс так силен. Вам не нужно убеждать человека сразу, вы просто ведете его по пути, на который он уже ступил. Вы спрашиваете, можно ли вас на минуту отвлечь? Они отвечают «да». Вы говорите «спасибо». Теперь, когда я привлек ваше внимание, могу я показать вам эту идею? Теперь они слушают вас внимательнее. Они вовлечены не потому, что вы их убедили, а потому, что они уже согласились однажды и теперь просто следуют своему ритму. Это психологический трюк, но не грязный. Вы никого не обманываете, вы просто начинаете с чего-то простого. А простота вызывает доверие. Люди соглашаются на мелочи, потому что это легко, не требует больших усилий, но это маленькое «да» начинает формировать историю, которую они рассказывают сами себе. Историю, в которой они люди, которые помогают, участвуют, соглашаются. И людям нравится, когда их история остается прежней. Вот где кроется парадокс. Вы с большей вероятностью получите то, что вам нужно, если сначала попросите о чем-то незначительном, даже если это не имеет отношения к вашей большой просьбе. Дело не в логике, а в обязательстве. Согласие создает инерцию. Разум хочет продолжать двигаться. Он не хочет останавливаться и пересматривать все заново. Он хочет продолжать идти по уже начатому пути. А этот путь ведет ко второй двери. Какие же просьбы работают? Любые, которые можно выполнить быстро и без давления. Например, вы не могли бы мне помочь донести это перед тем, как попросить больше времени. Например, выскажите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу. Перед тем, как представить свою идею. Вы подпишете эту петицию. Перед тем, как попросить пожертвования. Как только вы получите первое «да», второе «да» уже не за горами. Это работает, потому что меняет личность. Люди не хотят противоречить себе. Если я помог вам 5 минут назад, мне будет неловко отказать вам сейчас. Если я сказал «да» раньше, я хочу продолжать говорить «да». Это кажется более естественным, и этот естественный поток продолжает двигаться вперед. Но вот что странно, если вы сначала попросите о чем-то большом, люди с большей вероятностью скажут «нет», даже если в итоге они бы сказали «да», потому что теперь они чувствуют давление. Они чувствуют, что вы слишком далеко зашли и отступают, защищая свое пространство. Но если вы постепенно подводите их к этому, если сначала вам легко сказать «да», они редко замечают разницу. Второе «да» не кажется новым выбором. Это кажется продолжением первого. Вот в чем магия. Мозгу не нравится начинать все сначала. Ему нравится доводить дело до конца. Вы не давите на людей. Вы ведете их шаг за шагом, от просьбы к просьбе, пока они не окажутся там, куда никогда бы не согласились пойти в начале, но теперь они счастливы там находиться. И вот парадокс. Они даже будут чувствовать себя лучше, если скажут «да» на что-то большее, если сначала сказали «да» на что-то меньшее. Потому что теперь, когда они сказали «да» во второй раз, они чувствуют, что заслужили это. Это кажется честным. Они не чувствуют, что их обманули. Они чувствуют, что последовательны. Это главное. Вы не заставляете их соглашаться, вы создаете их образ. А образ – это сила. Как только человек поверит, что вы тот, кто поддерживает это, что вы помогаете или участвуете, он будет это помнить. Он будет защищать эту идею. Ваша задача просто посеять зерно, что-то простое, почти незначительное, чтобы не потерпеть неудачу.
А потом вы позволяете этому зерну вырасти во что-то большее. Этот метод работает везде, в разговорах, продажах, лидерстве, переговорах. Вы не начинаете с полного предложения. Вы начинаете с одной фразы, одного вопроса, одного легкого вступления. А потом строите слой за слоем. И каждое «да» делает следующее более вероятным. Но это сработает только если первый вопрос будет настоящим. Если он кажется вынужденным или фальшивым, цепочка разрывается, человек отступает, он чувствует, что его обманули. Поэтому первый вопрос должен быть искренним, полезным, добрым. Так вы завоюете доверие. А доверие – это то, что помогает получить второй ответ. Даже если второй вопрос будет смелым, именно это делает этот парадокс таким умным. Вам не нужно переубеждать человека, вам не нужно спорить, вам просто нужно начать с того, что у него уже есть, и сказать «да» на что-то простое. А потом пусть это «да» ведет его дальше. Один шаг, потом другой. И тогда большой вопрос уже не кажется таким большим, потому что к тому времени это просто следующий логичный шаг. В этом и заключается парадокс. Чтобы человек согласился на что-то важное, сначала нужно попросить его о чем-то незначительном, на что он не сможет ответить отказом. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он заключается в том, что простое движение головой вверх-вниз может незаметно повлиять на мысли другого человека. Это кажется слишком незначительным, но кивок во время разговора, особенно когда вы хотите подчеркнуть свою мысль, может заставить людей согласиться с вами. Не потому, что ваши слова убедительнее или логика сильнее, а потому, что ваше тело само соглашается с вами. И вот парадокс. Когда вы молча киваете, другие люди чувствуют, что тоже должны кивнуть, даже если не понимают почему. Это невербальное внушение в его простейшей форме. Вы киваете во время разговора, и мозг другого человека, не задумываясь, повторяет это движение. Их тело хочет соответствовать вашему, и когда они начинают кивать, даже немного, их разум следует за ними. Потому что, когда тело начинает говорить «да», мозг задается вопросом, с чем он соглашается. Вот в чем хитрость. Вы не просто высказываете свою точку зрения, вы ее показываете. Кивок – один из самых древних и универсальных знаков согласия. Он символизирует доверие, понимание, единство. Он не громкий, не принужденный, но весомый. Когда вы киваете во время разговора, вы создаете замкнутый круг. Вы подтверждаете то, что говорите, когда говорите это. И это подтверждение становится заразительным. А вот и парадокс. Вы не просите согласия. Вы его моделируете. И люди больше реагируют на то, что видят, чем на то, что слышат. Они откликаются на то, что кажется им естественным. Если вы выглядите спокойным и уверенным, и ваша голова кивает в такт вашим словам, они с большей вероятностью согласятся с вами. Даже если они этого не осознают, они чувствуют, что это работает, потому что соглашаться легче, когда это уже происходит на твоих глазах. Это работает, даже если они были не уверены. Если вы киваете, когда говорите что-то вроде «это имеет смысл» или большинство людей с этим согласны, их мозг начинает искать подтверждение. И первое, что они видят, это вы. Вы верите в это. Вы киваете, вы спокойны. Этого достаточно, чтобы чаша весов склонилась в вашу сторону. И вот парадокс. Вы укрепляете веру в себя, физически ведя себя так, будто уже все согласны с вами. Это касается не только убеждения других, но и вас самих. Когда вы киваете, вы начинаете чувствовать себя более уверенно, более собранно. Ваш мозг считывает язык вашего тела и думает: мы согласны с этим. Мы верим в это. И эта внутренняя уверенность придает вашим словам силу. Вы говорите более четко, более размеренно, более уверенно. И все это благодаря простому жесту. А теперь представьте, что вы используете его в повседневных разговорах. Вы высказываете идею и медленно киваете, пока говорите. Не агрессивно, а естественно, как будто то, что вы говорите, уже принято. Ваш собеседник смотрит, слушает и тоже начинает кивать. Возможно, он этого не замечает, но его мозг соглашается с вами, его тело подстраивается под ваш ритм. И это физическое согласие часто приводит к согласию ментальному. Не потому, что они были убеждены, а потому, что их увлекло. Вам не нужно спорить, вам не нужно побеждать. Вам просто нужно вести за собой своим телом.
И кивок – один из самых простых способов добиться согласия, даже не говоря о нем. И вот что странно, люди часто отстаивают идеи, с которыми они согласились в такие моменты, даже если сначала они их не до конца поняли. Потому что, когда тело говорит «да», мозг начинает заполнять пробелы. Он придумывает логические объяснения уже после того, как движение совершено. Поэтому, кивая, вы не просто побуждаете к согласию, вы создаете пространство для того, чтобы они сами поверили в это. Вот в чем настоящая сила. Вы не говорите им, что они должны согласиться. Вы приглашаете их согласиться, не произнося ни слова. Но кивок должен быть едва заметным. Если он будет слишком явным, это будет выглядеть фальшиво, если слишком быстрым – навязчиво. Это работает только тогда, когда совпадает с вашим тоном. Когда он спокойный, размеренный и совпадает с вашим голосом, как будто слова и движения рождаются из одного источника. Тогда это становится незаметным влиянием. Люди не говорят «я согласился», потому что он кивнул. Они говорят «мне просто показалось, что он прав». И они никогда не узнают почему. Этот парадокс работает лучше всего, если использовать его осторожно. Вы не пытаетесь обмануть людей. Вы укрепляете связь, показываете уверенность, не заставляя ее проявляться. Вы добиваетесь согласия, проживая его. И в этом его сила. Это влияние без усилий, убеждение без давления, присутствие без демонстрации. Даже когда вы слушаете, кивок работает. Если кто-то говорит, а вы киваете, пока он говорит, он чувствует, что его услышали, поняли, приняли. Это делает его более открытым к тому, что вы скажете дальше. Его бдительность снижается, доверие растет, разум открывается, и все это благодаря незаметному движению. Поэтому, говорите вы или слушаете, кивок имеет силу. Это ваше молчаливое согласие с происходящим, и это молчаливое согласие становится заразительным. Парадокс прост. Чем больше вы показываете согласие до того, как оно появится, тем больше вероятность, что оно появится. Поэтому в следующий раз, когда будете говорить, слегка кивните. Пусть ваш разум говорит «да», пока вы излагаете свою точку зрения, и пусть их разум следует туда, куда уже направилось их тело. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, как молчание после сказанного может сказать больше, чем слова. Это один из самых странных приемов в переговорах. Вы делаете свое предложение, называете свою цену, объясняете свою позицию, а затем замолкаете. Вы не объясняете дальше, не оправдываетесь, не смягчаете. Вы позволяете словам повиснуть в воздухе и замолкаете. Это молчание становится настоящим давлением. И вот парадокс. Чем меньше вы говорите, тем больше контроля получаете. Это кажется неправильным. Кажется, что вы должны заполнить паузу, продолжать говорить, убеждать, показывать, насколько вы справедливы или великодушны, но молчание сильнее любых объяснений. Когда вы замолкаете, атмосфера становится напряженной. Ваш собеседник это чувствует, и поскольку люди ненавидят неловкое молчание, они спешат его заполнить. И вот тут все начинает меняться в вашу пользу. Потому что теперь говорит он. И когда он говорит, он раскрывается, реагирует, уступает. Иногда он оправдывает свою позицию. Иногда он сам приходит к тому, чтобы принять вашу. Иногда он даже улучшает условия сделки, не дожидаясь вашего вопроса. Не потому, что вы сказали больше, а потому, что вы ничего не сказали. Вот почему этот прием работает. В переговорах сила не в том, кто говорит больше. Сила в том, кто может дольше ждать, кто может выдержать напряжение, кто может позволить молчанию затянуться настолько, чтобы собеседник первым не выдержал. Вы не грубите, вы ведете себя стратегически. Молчание заставляет людей чувствовать себя неуютно, особенно на переговорах. Когда вы делаете предложение и замолкаете, собеседник начинает думать: вы закончили? Вы уверены? Ты чего-то ждешь? Это ожидание превращается в давление, а давление превращается в действие. Если ты продолжаешь говорить, то снимаешь напряжение. Если молчишь, то напряжение нарастает. В этом и есть сила. Когда ты замолкаешь, у собеседника в голове начинается хаос. Он вспоминает, что ты сказал, пытается угадать, о чем ты думаешь, и начинает говорить, но не для того, чтобы убедить тебя, а чтобы успокоиться. И часто в процессе он выдает то, чего на самом деле хочет, или насколько далеко готов зайти, или насколько у него развязаны руки.
Молчание становится зеркалом, оно показывает человека таким, какой он есть. И еще оно сигнализирует о чем-то очень важном, об уверенности. Когда ты можешь спокойно сидеть после своего предложения, это значит, что ты сказал все, что хотел. Я не пытаюсь заслужить твое одобрение. Я подожду. Это ожидание, эта тишина становится силой. И вот что странно, даже когда ты нервничаешь, молчание делает тебя сильнее. Оно создает образ спокойствия и иллюзию уверенности. Даже если внутри ты не уверен, снаружи ты выглядишь уверенно. И люди реагируют на это. Они начинают думать, что у тебя есть преимущество. И снова парадокс. Когда ты перестаешь шуметь, ты привлекаешь внимание. Когда ты создаешь пространство, ты создаешь давление. Когда ты говоришь меньше, ты говоришь больше. А теперь представь, что это происходит в реальной жизни. Ты обсуждаешь зарплату. Ты говоришь, я ищу $70, а потом замолкаешь. Ты не объясняешь почему. Ты не добавляешь, но я готов пойти на уступки, или если это слишком много, я пойму. Ты просто называешь цифру и ждешь. Что происходит? Они ерзают на стуле, опускают глаза, сомневаются. А потом начинают говорить. Может быть, они скажут, дай подумать, что я могу сделать. Может быть, они скажут, это больше, чем мы планировали. Но главное, что они реагируют. Теперь вы контролируете ситуацию, не давя на собеседника, а выжидая. Вот как работает молчание, потому что чем дольше оно длится, тем больше другой человек чувствует, что должен ответить. Люди не могут долго находиться в некомфортной ситуации, а переговоры всегда связаны с дискомфортом. Вот почему молчание – ваш лучший инструмент. Оно не спорит, не кричит, оно просто ждет. Но оно ждет с силой. Вы даже можете потренироваться. Сделайте свое предложение. Посчитайте до 5 в уме. Не говорите ни слова. Просто дышите. Пусть момент растянется. Большинство людей не могут продержаться и 3 секунд. Они вмешиваются, снимают напряжение и ослабляют свою позицию. Но если вы будете молчать, вы выиграете. Потому что настоящая битва не в словах, а в том, что не сказано. Большинство людей этого не понимают. Они думают, что переговоры – это умные фразы и веские аргументы, но часто все сводится к тому, кто лучше справится с молчанием, кто сможет держать паузу, не говоря ни слова. И обычно тот, кто лучше справляется с молчанием, получает более выгодные условия. Даже в личных отношениях это работает. Вы просите кого-то о чем-то важном, говорите, что думаете, смотрите на него, а потом замолкаете. Больше никаких слов, никаких размышлений, просто присутствие. Теперь другой человек чувствует необходимость ответить, что-то сказать. И вот тогда начинается настоящий разговор. Потому что люди раскрываются в тишине. В тишине между словами, в тишине, где живет молчание. Вот где раскрывается правда. Вот где предложение становится лучше, вот где меняется власть, и не потому, что вы этого требовали, а потому, что вы не спешили заполнить тишину. Так что в следующий раз, когда будете вести переговоры, не просто готовьтесь говорить. Готовьтесь к тому, что не будете говорить. Потренируйтесь молчать. Сделайте свое предложение и ждите ответа. Пусть молчание сделает то, что не могут сделать ваши слова. Пусть оно нарастает, пусть давит, пусть работает. Потому что в переговорах самый лучший ход – это когда вы вообще ничего не говорите. Добро пожаловать к следующему парадоксу. Он о том, как заставить человека сказать «да» очевидному, чтобы он сказал «да» неожиданному. Это лестница «да». Она простая, тихая и странная. Вы начинаете с легких вопросов, безопасных вопросов, на которые никто не хочет отвечать «нет». Вы заботитесь о своем здоровье. Вам нравится получать лучшие предложения. Вы бы хотели упростить себе жизнь. Вопросы, на которые почти всегда отвечают «да». Не потому, что человек убежден, а потому, что вопрос кажется ему приятным. Теперь парадокс. Эти первые маленькие «да» не имеют ничего общего с вашим продуктом, но они незаметно подготавливают человека к тому, чтобы он сказал «да», когда это важно.
Каждая «да» становится ступенькой. Одна ступенька облегчает следующую. Чем больше человек соглашается, тем больше вероятность, что он продолжит соглашаться. И когда вы, наконец, предлагаете то, что действительно продаете, свою услугу, свой продукт, свою идею, это кажется следующим логичным шагом. Это не прыжок, не сюрприз, а часть схемы «да», которую они уже начали выстраивать. Вот как это работает. Вы не начинаете с вершины, вы позволяете им подниматься. И вот что делает это эффективным. Люди хотят быть последовательными. Если они сказали «да» один раз, два, три, их мозг начинает создавать их образ. Я тот, кто согласен с этим. Я вижу в этом ценность. Этот образ становится движущей силой. Они хотят его защитить. Они хотят, чтобы их следующий ответ совпадал с теми, которые они уже дали. Таким образом, сказать «да» становится проще, чем сказать «нет». Даже если в итоге они скажут «да», они бы никогда не сказали этого в начале. Это странная магия. Вы не меняли продукт, вы даже не давили на них. Вы просто задавали простые вопросы и позволяли им самим отвечать. Теперь подумайте, как это работает в продажах. Вы подходите к кому-то и спрашиваете: «Хотите сэкономить сегодня?» Они отвечают «да». Вы продолжаете: «Вам важно, чтобы ваш дом был в безопасности?» Еще одно «да». Согласны ли вы, что важно защитить свои инвестиции? Снова «да». И вот после трех «да» вы говорите: «Давайте я покажу вам систему, которая все это делает». И вдруг предложение не кажется навязчивым. Оно кажется решением, подходящим вариантом, соответствующим тому, на что они уже согласились. Это снова парадокс. Предложение звучит лучше после серии вопросов, которые не имеют ничего общего с продуктом, но имеют отношение к подготовке сознания. Каждое «да» делает человека более открытым, менее настороженным, более вовлеченным, и эта вовлеченность становится обязательством. Человек больше не просто слушает, он участвует, он формирует разговор. А когда люди вовлечены, они становятся заинтересованными. Они не просто хотят слушать, они хотят довести дело до конца. Но здесь есть хитрость. Первые вопросы должны звучать естественно. Нельзя просто задавать вопросы, чтобы получить «да». Вопросы должны звучать так, будто вы ведете настоящий разговор, будто вы создаете общее пространство. Если это звучит принужденно, то дальше все пойдет не так. Но если это звучит естественно, то процесс становится автоматическим. И теперь вы ведете их, не говоря им, что думать, а помогая им понять, с чем они уже согласны. Это ключ. Метод «да» не заставляет людей верить. Он помогает им это сделать. Вы начинаете с того, что уже есть, а потом идете дальше. Это работает не только в продажах. Вам нужно, чтобы кто-то поддержал ваш план, принял вашу привычку, изменил свое мнение. Не начинайте с вопроса, начните с простых договоренностей, общих ценностей, точек соприкосновения. Пусть они кивнут, пусть скажут «да», пусть они почувствуют, что вы на одной волне, а потом предложите свою идею. И вы увидите, насколько мягче она будет воспринята, потому что теперь это не требование, а продолжение. Вот что делает метод «да». Он превращает сложный вопрос в естественный следующий шаг. Это больше похоже на соглашение, чем на продажу. Но вот в чем парадокс. Первые «да» не обязательно должны что-то значить. Они просто должны быть приятными. Первое «да» может быть связано с экономией времени, второе – с разумным решением, третье – с чем-то вроде улучшения ситуации. Ни одно из них не связано с продажей, но они создают настроение, тон, ритм «да». И этот ритм важен. Когда человек в нем, он не хочет останавливаться. Сказать «нет» вдруг кажется неправильным. Это выбивается из ритма. Поэтому они снова говорят «да», потому что это соответствует их привычкам. Вот почему лучшие продавцы не давят. Они не заставляют, они создают поток. Они начинают с вопросов, на которые можно ответить «да», и позволяют человеку самому прийти к решению. И когда человек говорит «да» на последнее предложение, это не выглядит как давление. Это похоже на импульс, потому что они сами пришли к этому. Поэтому в следующий раз, когда вам нужно, чтобы кто-то сказал «да», не начинайте с того, что вам нужно. Начните с того, во что они уже верят. Разбейте это на шаги. Сделайте их легкими. Сделайте их очевидными. Затем подведите их к лестнице. Медленно, плавно.
И к тому времени, как они поднимутся наверх, они согласятся с вашим предложением, даже не задумываясь. Это будет выглядеть так, будто они уже приняли решение. Вот в чем парадокс. Самый простой способ заставить кого-то согласиться с вами – это помочь ему сначала согласиться с самим собой. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, что трех достаточно, даже если есть что-то еще. Это не имеет значения. Если что-то верно, то какая разница, сколько информации вы даете? Но разум работает не только с истиной, он работает с шаблонами. И вот странная правда. Люди гораздо лучше запоминают информацию, если она подается в группе из трех элементов. Не четырех, не пяти, а именно трех. Вот в чем парадокс. Чем меньше деталей, тем более полным кажется сообщение. Вы видели это повсюду – жизнь, свобода и стремление к счастью. Остановись, пригнись и перекатись. Разум, тело, дух. Три палки, три удара, три момента. Это просто работает. Это звучит, это ощущается. И как только это ощущается, это запоминается. Нет правила, которое гласит, что 3 – это лучшее число. Просто оно кажется лучшим. Слишком мало и кажется, что чего-то не хватает. Слишком много и кажется, что это требует усилий. Но 3 – это золотая середина. Это любимый ритм мозга, структура, о которой ему не нужно думать. Он слышит 3 пункта и автоматически чувствует завершенность. В этом сила этого парадокса. Вы говорите больше, используя меньше слов. Вы лучше влияете, если упрощаете. Вы заставляете людей запоминать ваше сообщение, не утяжеляя его, а делая его сбалансированным. 1 случайность, 2 пара, а 3 закономерность. И мозг любит закономерности. Когда вы пытаетесь что-то объяснить, убедить кого-то или произвести неизгладимое впечатление, не перечисляйте все по пунктам. Просто разделите свое сообщение на 3 части. 3 причины, 3 преимущества, 3 обещания. И наблюдайте, как люди кивают. Не потому, что ваши аргументы сильнее, а потому, что ваша структура убедительнее. Структура вызывает доверие еще до того, как человек успевает вникнуть в содержание. Вот почему люди будут помнить ваше сообщение еще долго после того, как забудут точные слова. Они запомнят ритм, поток, форму. А 3 части создают эту форму лучше всего. Дело не в логике, а в чувстве. Тройка воспринимается естественно. Она вызывает доверие. Даже дети используют ее в шутках и рассказах. Мужчина заходит в барак. Потом появляется персонаж номер 1, персонаж номер 2 и кульминация. Эта третья часть делает историю законченной. И вот в чем загвоздка. Вам не нужно больше информации, чтобы быть убедительнее. Вам просто нужна лучшая подача. Тройка воспринимается как законченное целое. И люди доверяют тому, что кажется законченным. Поэтому, когда вы говорите о чем-то в 3 частях, мозг говорит «это логично». Не потому, что он понял каждое слово, а потому, что он понял форму. Форма ведет к чувству. Чувство ведет к вере. Вот почему в рекламе вы слышите «быстро, легко, надежно». Вот почему выступающие говорят, вот что мы сделаем. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Вот почему истории рассказывают в 3 частях. Начало, середина, конец. Вам не нужно приводить десяток причин, достаточно 3, но хорошо продуманных. Потому что 3 достаточно, чтобы убедить, не перегружая. Это работает и в разговоре. Если вы хотите что-то доказать, не говорите слишком много. Разбейте это на 3 части. Скажите, вот что я думаю. Во-первых, нам нужна ясность. Во-вторых, нам нужна скорость. В-третьих, нам нужно довести дело до конца. Эта фраза звучит четко, просто и убедительно. Она звучит весомо, даже если каждое утверждение состоит всего из одного предложения. Ты не сказал ничего особенного, но прозвучало это так, будто ты сказал. И снова парадокс. Когда говоришь по 3, твои слова кажутся более полными, даже если ты говоришь меньше. Это также помогает людям чувствовать себя умными. Когда ты представляешь что-то в 3 частях, им легче это понять. Они могут это повторить и поделиться с другими. И когда кто-то может повторить твое сообщение, оно становится его. Теперь они продвигают его не потому, что ты его продвигаешь, а потому, что ты сделал его таким, что его легко продвигать. Чем легче запомнить твое сообщение, тем сильнее оно становится. Так что в мире полном шума, данных и перегрузок тройки – это твой фильтр. Они помогают твоему сообщению подняться выше. Они помогают твоему голосу звучать громче. Они помогают людям понять, что важно. Даже в эмоциях это работает.
Ты говоришь, я не просто разочарован. Я расстроен, сбит с толку и, честно говоря, подавлен. Три чувства. И вдруг твое сообщение кажется реальным. В нем есть глубина, есть форма. Оно не бессвязно, оно резонирует. И когда люди чувствуют это, они запоминают. Ты можешь сказать 10 вещей, можешь перечислить 20 фактов. Но ни один из них не будет иметь такого значения, как три простые цепляющие фразы, которые кажутся связанными между собой. Вот почему правило трех используется везде: в письменной речи, в музыке, в кино, в брендинге. Не потому, что это правило, а потому, что оно работает. Оно работает не потому, что в нем говорится, а потому, что оно так говорится. Три пункта – это не просто информация, это замаскированное убеждение. И неважно, маленькая у тебя идея или большая, обращаешься ты к одному человеку или к сотне, сила остается прежней. Говори по три, структурируй по три, думай по три. Потому что число 3 – это то, чему мозг доверяет, даже если не замечает этого. Поэтому, когда вы хотите что-то объяснить, повлиять на кого-то или просто запомниться, не перегружайте информацией. Дайте три аргумента, а не 4 или 2. 3. Этого достаточно, чтобы ваше сообщение было убедительным, но не настолько, чтобы оно забылось. Вот в чем парадокс. Мозг больше верит, когда ему говорят ровно столько, сколько нужно. И не больше трех аргументов. Добро пожаловать к следующему парадоксу. Он о том, как вы можете контролировать ситуацию, позволяя другим людям выбирать. Это выглядит так, будто вы отдаете им власть. Когда вы предлагаете кому-то выбор, кажется, что вы отдаете им контроль. Но вот в чем хитрость. Вы предлагаете только те варианты, которые создали сами, и оба ведут туда, куда вы хотите. Вот в чем парадокс. Когда вы предлагаете людям выбрать один из двух вариантов, они чувствуют себя независимыми, но вы все равно управляете ситуацией. Это называется предложить контролируемый выбор. Вы не спрашиваете, хотите ли вы это сделать, потому что это предполагает ответ «да» или «нет», и они могут ответить «нет». Вместо этого вы спрашиваете, что вы предпочитаете, это или то. Теперь нет никакого числа, просто две двери, обе ведут в один и тот же дом. Вы просто позволяете им выбрать, какая дверь им больше нравится. И поскольку они выбрали, они чувствуют себя хозяевами положения. Это чувство самое главное. Когда люди чувствуют, что они главные, они становятся более открытыми, более преданными, более сговорчивыми не потому, что вы дали им свободу, а потому, что вы дали им иллюзию свободы. Эта иллюзия создает реальное поведение. Вы остаетесь в контроле, но они чувствуют себя главными. Это работает с детьми. Ты хочешь почистить зубы сейчас или через 5 минут? В любом случае зубы будут почищены. Это работает и в бизнесе. Вы бы предпочли начать проект в понедельник или в среду. В любом случае проект начинается. Это работает и в отношениях. Вы хотите обсудить это за ужином или после того, как мы отдохнем. В любом случае разговор состоится. Вы предлагаете варианты, а они выбирают. И тогда разум расслабляется. Вот почему это работает. Люди ненавидят, когда им говорят, что делать, даже если это просто. Даже если они согласны. Если это звучит как приказ, то внутри возникает сопротивление. Но если это звучит как выбор, то сопротивление пропадает. Внезапно это становится их решением. И люди не сопротивляются своему выбору. Вот в чем хитрость – дать им возможность выбирать, а не заставлять. Это похоже на свободу. Но вы определяете результат еще до того, как они скажут. И снова парадокс. Вы остаетесь под контролем, но не ведете себя так, будто контролируете. Как только вы перестаете пытаться навязывать свое мнение и начинаете предлагать варианты, вы становитесь более убедительными. Не потому, что ваши аргументы изменились, а потому, что изменилась обстановка. Вы больше не давите, вы направляете. Вы по-прежнему архитектор, но теперь вы как строитель. Это работает, потому что люди хотят быть самостоятельными. Это заложено в них природой. Когда они чувствуют, что у них есть выбор, они чувствуют себя в большей безопасности и уважают себя. Даже если оба варианта были выбраны вами, сам факт выбора дает им спокойствие. И это спокойствие превращается в действие. Теперь представьте, что вы используете это в продажах. Вместо того, чтобы сказать, не хотите ли вы зарегистрироваться сегодня, вы говорите, вы бы предпочли начать с месячного или годового плана. Вместо того, чтобы сказать, могу ли я отправить вам сообщение, вы спрашиваете мне позвонить вам в четверг или в пятницу. Цель та же, но теперь они выбирают, а не сопротивляются. Еще лучше, когда они делают этот небольшой выбор, они с большей вероятностью доведут дело до конца,
потому что теперь они сами устанавливают условия. Они чувствуют себя более ответственными. Не потому, что варианты были идеальными, а потому, что они выбрали один из них. А то, что выбирают люди, они защищают. В чем парадокс? Чем больше вариантов вы предлагаете, тем меньше у вас контроля. Поэтому делайте все просто. Два варианта, может быть три. Но не слишком много. Слишком большой выбор вызывает беспокойство. Люди замирают. Но если вариантов достаточно, они начинают действовать. Потому что не чувствуют принуждения, они чувствуют свободу, и все же вы остаетесь за рулем. Это работает в писательстве, в руководстве, в воспитании детей, в убеждении. Везде, где людям нужно чувствовать, что у них есть право голоса, вы даете им возможность выбирать, но только в рамках ваших правил. Вы становитесь художником. Они выбирают цвет, но вы создаете холст. Вот в чем секрет. Вы позволяете им персонализировать то, что вы уже запланировали. И план лучше запоминается, когда кажется, что он придуман ими. Это работает даже в конфликтных ситуациях. Хотите остыть на 10 минут или обсудить это сейчас? В любом случае разговор состоится, но теперь нет борьбы за власть, нет противостояния, только спокойные шаги. Потому что это кажется справедливым. Эта справедливость меняет все. Людям не всегда нужно побеждать. Им просто нужно чувствовать, что их мнение учли. И предоставление выбора даже самого простого делает именно это. Результат кажется общим. А общие результаты дают более сильные результаты. Поэтому в следующий раз, когда вам понадобится, чтобы кто-то что-то сделал, не требуйте, не умоляйте, не давите. Просто предложите рамки, два пути, оба ведут к одной цели, и пусть они выберут тот, который им больше нравится. Они почувствуют себя независимыми, сильными, ответственными. И все же вы будете направлять каждый их шаг. Это парадокс. Когда вы предоставляете людям выбор на своих условиях, они соглашаются быстрее, с большим доверием, с большей легкостью и верой, потому что сами так решили. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, как разрешение говорить «нет» на самом деле повышает вероятность того, что человек скажет «да». Это звучит как неправильный ход. Вы просите о чем-то, а потом сразу говорите, что человек свободен в своем решении. Кажется, что вы ослабляете свою позицию, смягчаете просьбу, отдаете контроль. Но именно это и работает. Это называется техника «но ты свободен». И вот парадокс. Когда люди чувствуют, что могут отказаться, им становится комфортнее соглашаться. Все сводится к давлению. Когда люди чувствуют давление, они сопротивляются. Это происходит автоматически. Если они чувствуют, что вы пытаетесь загнать их в угол, убедить, заставить, даже простая просьба становится тяжелой. Их мозг переходит в режим защиты. Даже если они согласны с вашей просьбой, тон заставляет их отстраняться. Но когда вы говорите, что они абсолютно свободны в своем решении, эта стена рушится. Давление исчезает. И теперь они сами принимают решение. А люди гораздо охотнее действуют, когда чувствуют, что это был их выбор. Вот почему это работает. Вы не просто просите, вы даете пространство, вы проявляете уважение, вы говорите «вот что мне нужно, но я доверяю твоему выбору». А доверие– это редкость. Это застает людей врасплох. Это ощущается по-другому. Большинство людей ожидают манипуляций, убеждения, тактики. Но когда вы говорите, что человек свободен в своем решении, вся энергия меняется. Вы больше не давите на него, вы приглашаете. А люди лучше реагируют на приглашение, чем на давление. Вот как это выглядит в реальной жизни. Слушай, ты не мог бы помочь мне с переездом в эти выходные? Но ты не обязан, решай сам. Или, может, ты не против заполнить этот небольшой опрос? Решай, как тебе удобнее. Эта фраза в конце «решай сам» звучит непринужденно, но меняет все. Она снижает сопротивление, и человек охотнее соглашается. Вот в чем парадокс. Чем меньше ты пытаешься контролировать кого-то, тем охотнее тебе помогают. Даже в продажах это работает. Ты говоришь, мы думаем, что этот план идеально вам подойдет. Но, конечно, решать вам, что лучше подходит. Теперь это не звучит как реклама, а как предложение, и предложения кажутся безопаснее, чем требования. Потому что никому не нравится чувствовать себя загнанным в угол. Человеческий мозг жаждет свободы. Мы хотим чувствовать, что мы сами принимаем решения, а не кто-то другой.
И когда эту свободу у нас отнимают, даже немного, мы сопротивляемся. Но когда кто-то дает нам свободу, даже на словах, мы соглашаемся. Мы смягчаемся. Мы чаще говорим «да». Не потому, что нас убедили, а потому, что мы чувствуем, что сами принимаем решение. Это странно. Дело не в убеждении, а в разрешении. Когда люди чувствуют, что могут выбирать, они чаще соглашаются помочь не из чувства вины, не под давлением, а потому, что просьба была высказана с уважением. Даже родители используют это с детьми. Ты можешь убраться в своей комнате сегодня, но это твой выбор, когда ты это сделаешь. Теперь ребенок не чувствует, что им командуют. Он чувствует, что принимает взрослое решение и с большей вероятностью его выполнит. Потому что это не звучит как приказ, а как ответственность, которую он сам на себя взял. Вот в чем сила этого парадокса. Это не громко, это не умно, это всего лишь короткая фраза, которая меняет эмоциональный отклик на просьбу. И это работает даже когда люди знают, что вы делаете. Потому что это все равно лучше, чем просто сказать. Все дело в подаче. Вы не просите, не отступаете, а уверенно просите и отпускаете ситуацию. Вы говорите «вот чего я хочу от вас». Но это ваше решение. И люди это уважают. Потому что это уважение к ним, это делает общение более человечным, а не деловым. Даже в сложных разговорах эта техника сглаживает острые углы. Я был бы признателен, если бы мы оставили это между нами. Но, конечно, вы можете поступить так, как считаете нужным. Теперь другой человек реагирует не на ваш контроль, а на ваше доверие. И доверие значит больше, чем контроль. В этом суть парадокса. Люди охотнее помогают, когда чувствуют, что могут уйти. Вы перестаете контролировать и тем самым на самом деле получаете больше влияния. Потому что влияние исходит не от власти, а от выбора. И чем больше люди чувствуют, что у них есть выбор, тем больше вероятность, что они выберут вас. Это подтверждают исследования. Исследования показали, что добавление фразы «но вы можете отказаться» к просьбе значительно повышает ее выполнение, даже если просьба остается прежней. Это работает в разных культурах, в разных сферах, с разными людьми, потому что затрагивает что-то универсальное, потребность чувствовать, что наши действия принадлежат нам. Не навязаны, не манипулируют нами, а выбраны нами. Это самый глубокий уровень этого парадокса. Люди не всегда помнят, о чем вы просили. Но они помнят, как это было. Если это было похоже на ловушку, они сбегут. Если это было похоже на свободу, они прислушаются. И они скажут «да». Не потому, что ты был умен, а потому, что ты дал им то, чего все хотят, даже если они не говорят об этом вслух, свободу выбора. Так что в следующий раз, когда будешь о чем-то просить, добавь эти слова. Мягко, спокойно, ясно. Но, конечно, ты сам можешь решать. Тогда остановись, дай им передохнуть и позволь этой фразе сделать то, чего никогда не сможет сделать давление. Это парадокс. Когда ты отпускаешь контроль, люди охотно начинают тебе помогать. Этот парадокс заключается в том, что если ты немного покажешь свое разочарование, люди захотят произвести на тебя впечатление. Это звучит странно. Ты думаешь, что люди лучше всего реагируют на похвалу, поддержку и одобрение, и если ты улыбнешься и скажешь «отличная работа», они будут стараться еще больше. Но часто работает обратное. Когда ты мягко намекаешь, что ожидал большего, без злости и обвинений, происходит нечто странное. Они стараются изо всех сил не потому, что ты их раскритиковал, а потому, что ты в них верил, а они не оправдали твоих ожиданий. Это парадокс. Мягкое, спокойное разочарование может заставить кого-то стараться больше, чем громкая похвала. Дело не в чувстве вины, а в ожиданиях. Когда кто-то чувствует, что не оправдал твоих ожиданий, и ты не злишься, а просто не в восторге, они начинают чувствовать разницу между тем, что они сделали, и тем, что могли бы сделать. И эта небольшая разница подталкивает их вперед. Не давлением, с гордостью. Потому что люди не просто хотят, чтобы их принимали, они хотят быть впечатляющими. Они хотят чувствовать себя способными. И когда кто-то, кого они уважают, мягко выражает разочарование, это не разрушает уверенность. Это ее активизирует. Вот в чем магия.
Это не ругань, не оскорбление, это скорее похоже на то, что я знаю, что ты можешь больше. И это знание давит на тебя. Не в плохом смысле, а в том, который вдохновляет. Особенно это работает с людьми, которые уже уважают тебя, с теми, кто хочет, чтобы ты видел в них потенциал, потому что им важно, что ты думаешь. Поэтому, когда твой тон немного меняется, когда твоя энергия немного ослабевает, это говорит: «Я надеялся на большее», и эта надежда заставляет их стремиться к большему. Не для того, чтобы избежать наказания, а чтобы заслужить твое одобрение, даже если ты ничего не говоришь. Вздох, пауза, тишина. Взгляд, который говорит: «О, я думал, что ты так считаешь». Эти вещи говорят о многом, даже если ничего не сказано, и поскольку они такие тонкие, они не вызывают защитную реакцию. Они вызывают размышления. Человек начинает спрашивать себя: достаточно ли я сделал? Мог ли я справиться лучше? Теперь они сами себя подбадривают, а самоподбадривание всегда действует сильнее, чем внешнее давление. Вот почему этот парадокс так удивителен. Ты не добьешься большего от людей, если будешь кричать громче. Ты добьешься большего, если будешь ожидать большего и позволишь им почувствовать это ожидание, не объясняя его. Но разочарование должно быть незначительным. Это главное. Слишком сильное разочарование превращается в стыд. Слишком сильное давление, и они закрываются. Слишком очевидное давление превращается в манипуляцию, но его достаточно, чтобы почувствовать не словами, а твоей энергией. И они стараются. Потому что люди хотят исправить то, что кажется им немного сломанным, они хотят восстановить равновесие. И когда они чувствуют, что немного подвели тебя, они быстро исправляются. Особенно, когда ты спокойно к этому относишься, когда ты не жалуешься, когда ты просто двигаешься дальше. Эта тишина громкая, это спокойствие тяжелое, и его тяжесть заставляет их стараться. Это работает еще и потому, что показывает вашу веру. Если бы вы ничего от них не ждали, вы бы не разочаровались, и ваше разочарование доказывает, что вы верите, что они могут лучше, и люди хотят оправдать ваши ожидания. Они хотят доказать, что вы правы, даже если чувствуют, что подвели вас. И вот в чем хитрость. Как только они оправдают ваши ожидания, и вы это заметите, не слишком бурно, а просто одобрительно, они почувствуют нечто большее, чем просто гордость. Они почувствуют, что выросли, по-настоящему заслуженно выросли, потому что это не было дано им просто так, им пришлось постараться, чтобы этого достичь. И теперь ваше мнение о них заслуженное, а не просто так. Это снова парадокс. Небольшое разочарование делает вашу похвалу более весомой, потому что теперь она контрастирует с предыдущим. Они почувствовали, что все плохо, и теперь, когда они почувствуют, что все хорошо, это будет еще сильнее. Промежуток между этими двумя состояниями делает все реальным. Это работает даже в лидерстве. Вы говорите: «Я думал, мы достигнем этой цели», а потом замолкаете. Не ругайте их, не обвиняйте. Пусть молчание само скажет все. Команда почувствует это, и если им не все равно, они ответят. Не для того, чтобы исправить ваше настроение, а чтобы оправдать свои действия. Потому что мы хотим, чтобы наши ожидания были основаны на уважении. Это отличает нас от манипуляторов. Вы не наказываете, не притворяетесь, вы честны, но контролируете себя. Вы показываете, что видите в них больше, что у них все в порядке. Но они еще не закончили. И это напряжение заставляет их стараться. Это работает даже в близких отношениях. Если кто-то не справляется, а вы не кричите, но и не улыбаетесь, они чувствуют перемену. И если вы им не безразличны, они подойдут ближе. Они спросят, задумаются, сделают шаг вперед. Потому что тихое разочарование может быть громче слов, но только если оно исходит от человека, который вам доверяет. Так что в следующий раз, когда кто-то не справится, не спешите исправлять это. Не смягчайте ситуацию. Дайте моменту накалиться. Пусть ваше молчание говорит само за себя. Покажите им, чего вы ожидали, не через разочарование, а через спокойствие. И если они вам не безразличны, они это услышат, почувствуют и сделают. Вот в чем парадокс. Чем меньше вы говорите, тем больше они хотят сделать. И все потому, что они чувствуют, что могли бы сделать лучше. И они знают, что вы тоже это знаете. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, что люди не помнят, что произошло на самом деле. Они помнят, как все было в самый напряженный момент и чем все закончилось. Это называется правилом пика и конца. Оно простое, странное и удивительно верное.
Будь то разговор, отпуск, встреча, шоу или даже болезненный опыт, люди не вспомнят каждую деталь. Они не вспомнят всю хронологию событий. Они запомнят самый сильный эмоциональный момент, пик и то, чем все закончилось. Вот в чем парадокс. Середина может быть забытой, даже скучной, даже ужасной. Но если самый яркий момент был сильным, а конец хорошим, то все событие в целом будет оценено более позитивно. У вас может быть длинный обычный день, который закончится чем-то удивительным, и вы назовете его отличным. У вас может быть стрессовое событие, но если в середине будет один большой смешок, а закончится все спокойно, ваш мозг сохранит это как хорошее воспоминание. Вы можете просидеть 2 часа в кинотеатре, если фильм затянут, но если концовка вас впечатлит и вы выйдете из зала с улыбкой, то останетесь довольны. Это правило, люди запоминают кульминацию и конец, и эти два момента формируют историю, которую мы потом рассказываем сами себе. А теперь вот в чем парадокс. Все остальное может быть посредственным или даже неприятным, но это забывается. Мозг отсекает воспоминания. Он сохраняет эмоциональный пик и финальные эмоции. Все остальное становится размытым. Это значит, что вам не нужно делать все на 200%. Вам просто нужно сделать одну часть потрясающей и закончить на высокой ноте. Это также значит, что если пик слабый, а концовка плоская, даже если все остальное было хорошо, воспоминание останется посредственным. Это странно. Хорошая вещь, в которой нет яркого момента или отличного финала, не запоминается так хорошо. Ее просто забывают. Это относится ко всему. К речи, выступлению, свиданию, обслуживанию клиентов, проекту. Люди запоминают то, что вызвало у них сильные эмоции и что осталось в памяти после того, как все закончилось. Вот почему некоторые люди остаются в нашей памяти не потому, что они были идеальны, а потому, что они подарили нам яркий момент и заставили нас улыбнуться, когда все закончилось. Вот почему мы помним учителя, который дал нам глубокие знания, или родителя, который всегда заканчивал трудный день чем-то приятным. Пик вызвал у нас сильные эмоции, а конец оставил приятное послевкусие. И это сочетание сформировало воспоминания. Даже боль подчиняется этому правилу. Исследования показывают, что люди, которые проходят через болезненные процедуры, запоминают их как менее болезненные, если конец был более мягким. Даже если общая боль была сильнее. Потому что финальная часть меняет все воспоминание. Это снова парадокс. Более длительное и болезненное событие, которое заканчивается хорошо, оценивается как менее болезненное, чем короткое, но с неприятным финалом. Поэтому, если вы создаете какой-либо опыт, сосредоточьтесь на двух вещах. Создайте один эмоциональный пик и закончите на позитивной ноте. Вот и все. Вам не нужно впечатлять с самого начала и до конца. Вам нужно лишь один раз задеть за живое и оставить приятное послевкусие. Середина не так важна, как мы думаем. Главное – эмоциональный всплеск и эмоциональный финал. Это то, что запомнит ваша аудитория, ваш друг, ваш клиент, ваш партнер. Ни хронология, ни факты, а чувства. Вот почему музыканты и концерты заканчиваются их самым популярным хитом. Вот почему спикеры заканчивают свою речь самой сильной историей. Вот почему лучшие ведущие оставляют десерт на конец. Потому что люди запоминают свои последние впечатления и превращают их в резюме всего мероприятия. Вот в чем парадокс. Финал становится заголовком. Даже если все, что было до него, было средним. Если финал получился хорошим, то в памяти все мероприятие становится отличным, а если финал получился скучным или разочаровывающим, то это все портит, даже если большая часть прошла хорошо. Вы можете подарить кому-то подарок, и он будет рад. Но если вы поспешите с прощанием или оставите человека в замешательстве, он запомнит этот странный финал больше, чем подарок. Но сделайте наоборот. Закончите тепло, ясно и с последним продуманным словом, и все запомнится в лучшем свете. То же самое касается отношений. В разговоре могут быть неловкие паузы и небольшие недопонимания, но если вы закончите его искренне, с заботой и даже просто улыбкой, воспоминание останется приятным. Если вы попрощаетесь с напряжением, даже прекрасный момент может показаться не таким уж хорошим в ретроспективе. Это не манипуляция, это осознанность.
Это понимание того, что эмоциональная составляющая влияет на память. Вы не притворяетесь, вы выбираете оставить людям то, что они захотят запомнить. В этом сила хорошего финала. Это влияние одного сильного эмоционального момента. И это работает в обе стороны. Если вы хотите запомнить свой день как хороший, создайте свой собственный пик. Найдите свой собственный ритуал завершения. Даже если день был полон стресса, уделите 10 минут, чтобы закончить его спокойно. Ваш мозг сохранит это воспоминание. Вы ляжете спать с чувством, что день прошел не так уж плохо, потому что ваша последняя эмоция станет вашим итогом. Поэтому, если вы проводите встречу, завершайте ее четко и ободряюще. Если вы устраиваете ужин, заканчивайте его смехом или благодарностью. Если вы проводите занятия, оставьте напоследок момент озарения или легкости. Вы не пытаетесь притворяться, что все идеально. Вы наполняете опыт смыслом. Люди не запомнят всю последовательность событий, они запомнят эмоциональную составляющую, а она формируется в самый пик и в самом конце. Вот парадокс. Середина забывается, а конец определяет все. Самая высокая точка имеет значение. И то, что люди чувствуют в конце, часто становится тем, во что они верят. Поэтому заканчивайте на позитивной ноте и оставьте им воспоминания, которые они захотят сохранить. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он заключается в том, что если вы будете меньше говорить о своих мыслях и просто повторять чужие, люди будут больше вам доверять. Это звучит слишком просто. Кто-то говорит, вы повторяете его слова по-своему, и вдруг он чувствует, что его поняли. Не потому, что вы решили его проблему, не потому, что вы дали совет, а просто потому, что вы показали, что его слова имеют значение. И вот в чем парадокс. Когда ты перестаешь пытаться быть интересным и начинаешь повторять то, что они уже сказали, они начинают тебе доверять. В этом сила зеркального отражения в разговоре. Не нужно подражать их голосу или копировать их интонацию, просто мягко повторяй то, что они только что сказали, используя немного другие слова. Так ты показываешь, что действительно слушал. Похоже, ты чувствуешь, что тебя никто не слушает. Кажется, ты не знаешь, что делать дальше. Такие ответы кажутся простыми, но они очень эффективны. Они дают собеседнику понять, что его слушают, а людям больше всего хочется, чтобы их слушали. Парадокс в том, что когда ты перестаешь пытаться впечатлить кого-то своими идеями и вместо этого повторяешь их мысли, они чувствуют, что ты их понимаешь. Они раскрываются, они расслабляются, потому что когда люди говорят, они больше всего хотят знать, действительно ли их услышали. И когда ты повторяешь их мысли без осуждения, ты подтверждаешь, что слушал. Ты говоришь «да, я слышал каждое слово». Это сразу вызывает доверие. Не потому, что ты согласился, не потому, что ты что-то исправил, а потому, что ты показал, что слушал. А большинство людей не получают такого внимания. Их перебивают, дают советы, о которых они не просили, отвечают слишком быстро или рассказывают не относящиеся к делу истории. Но когда кто-то просто повторяет их слова, не осуждая, они чувствуют, что их не только услышали, но и поняли. И понимание возникает быстрее, чем одобрение. Это странно. Люди больше сближаются с теми, кто их понимает, чем с теми, кто пытается их исправить. Повторяя чьи-то слова, даже немного перефразируя, ты говоришь, твои слова важны. Я их запомнил. А это то, чего люди ищут. Не идеальные ответы, не гениальные идеи, а просто подтверждение, что их услышали. Это работает в любых отношениях. На работе, в дружбе, в семье. Вы на совещании, и кто-то говорит, я переживаю, что мы отстаем. Вместо того, чтобы сразу предлагать решение, вы говорите «Я понимаю, что вы чувствуете, будто мы теряем темп». Теперь вы отнеслись к их опасениям серьезно. Вы не стали их менять. Вы не стали преуменьшать их значение. Вы приняли их во внимание и сказали «это важно». И благодаря тому, что вы дали им высказаться, они стали больше вам доверять. Вот в чем парадокс. Чем чаще вы используете их слова, тем больше они вам доверяют. Вы не используете сложные слова. Вы не хвастаетесь. Вы размышляете. И это создает в разговоре зеркало, в котором они видят себя более ясно и видят в вас надежного человека. Даже если вы не согласны, это работает. Кто-то говорит, я просто думаю, что ваша идея не сработает.
Вместо того, чтобы защищаться, скажите: «Я понимаю, что это слишком рискованно или, может быть, сейчас это нереально». Это замедляет разговор. Это снижает накал. Это показывает, что вы слушаете, даже если не согласны. Такое слушание помогает наладить контакт. Потому что люди не успокаиваются, когда вы говорите им успокоиться. Они успокаиваются, когда чувствуют, что их слышат. И люди не начинают больше доверять вам, когда вы говорите громче. Они больше доверяют вам, когда вы лучше слушаете. Это особенно важно в эмоционально напряженных разговорах. Когда кто-то расстроен, ему не нужно сразу высказывать свое мнение. Ему нужно знать, что вы его понимаете. Вы говорите: «Похоже, это вас очень расстроило». Или «Кажется, вы чувствуете себя невидимым». Эта маленькая фраза имеет огромное значение, потому что теперь им не нужно повторять одно и то же. Теперь они не чувствуют себя одинокими в своих чувствах. Они чувствуют, что вы на одной волне, и это приносит им утешение. Вы не перехватываете инициативу в разговоре. Вы создаете в нем пространство. Вы не говорите за них. Вы разговариваете с ними, и это помогает установить контакт быстрее, чем любые умные слова. Это работает даже в продажах. Клиент говорит: «Я просто не уверен, что это стоит таких денег». Вместо того, чтобы спорить, скажите: «То есть вы хотите убедиться, что это выгодная инвестиция?» Теперь я понимаю вас. Вы не согласились, не возразили, вы просто обозначили свою позицию. И это признание превращает стены в окна. Это снова парадокс. Вы завоевываете людей не тем, что меняете их мнение, а тем, что показываете, что понимаете их. И как только они почувствуют, что их понимают, они станут гораздо более открытыми для того, что вы скажете дальше. Но магия работает только тогда, когда вы честны. Вы не можете притворяться, вы не можете просто бросить их слова обратно как трюк. Вы должны быть внимательны, должны действительно слушать. И если вы это делаете, то отражение будет естественным. Потому что это естественно. Человеку нравится, когда его мысли озвучивает кто-то другой. Это успокаивает, это проясняет ситуацию, это помогает людям лучше слышать себя. И тот, кто помогает им лучше слышать себя, становится незабываемым. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите установить контакт с кем-то, не начинайте с ваших идей, начните с их. Внимательно слушайте, а потом повторяйте. Скажите это своими словами. Дайте место их чувствам. Пусть они почувствуют, что их услышали, а не спорят с ними, не исправляют их, а просто понимают. Потому что это открывает людей. Это заставляет их доверять вам. Это парадокс. Когда вы повторяете их слова, они запоминают вас не потому, что вы были гениальны, а потому, что вы помогли им почувствовать, что их понимают. Добро пожаловать в следующий парадокс. Он о том, что что-то такое маленькое, тихое и быстрое, простое прикосновение может помочь вам установить контакт с человеком, и вы оба не поймете, почему это происходит. Это называется ненавязчивым прикосновением, легким похлопыванием по руке, быстрым прикосновением к плечу. Ни долгим, ни сильным, ни повторяющимся. Простого прикосновения достаточно, чтобы его заметили, но не настолько, чтобы на него обратили внимание. Это маленькое действие, сделанное с заботой и уважением, может вызвать больше тепла, чем слова. И вот парадокс: чем меньше вы обращаете на это внимание, тем сильнее эффект. Такое прикосновение не нуждается в объяснении. Оно не прерывает разговор. Оно незаметно, как скрытое послание. Оно говорит: «Ты здесь в безопасности. Мы на одной стороне. Я тебя вижу». Оно создает микросвязь, которая кажется естественной, даже если вы этого не осознаете. И это самое странное. Большинство людей даже не помнят, что к ним прикасались, но они помнят, что в этот момент им было хорошо, что это было по-человечески. Вот в чем секрет. Своевременное прикосновение не обращается к разуму, оно обращается к телу, и тело реагирует первым. Прикосновение – одна из древнейших форм общения. Оно существовало задолго до языка, до истории, до логики. И даже сейчас, когда у нас есть множество инструментов для общения, ничто не заменит ощущение человеческой руки, говорящей «я здесь». Это послание проникает глубже, чем комплимент. Оно задевает за живое. Но это работает только тогда, когда прикосновение ненавязчивое, легкое, краткое, уважительное. Если оно кажется вынужденным, чары рассеиваются. Но когда оно естественно, когда оно соответствует эмоциям, ритму связи, оно добавляет уровень близости, который не могут передать никакие слова.
Вы не пытаетесь что-то доказать, вы пытаетесь показать, что доверяете. И вот в чем подвох. Чем меньше прикосновения, тем сильнее эффект. Легкое похлопывание во время смеха, легкое прикосновение к руке во время согласия, теплая рука на плече во время утешения. Эти моменты обладают особой силой, потому что они кажутся такими естественными. Вот почему это так хорошо работает. Человек не думает, он до меня дотронулся, и теперь я его люблю. Просто становится немного спокойнее, теплее и ближе. Это ассоциируется у них с вами. И они даже не знают почему. Вот почему этот парадокс так удивителен. Самая незначительная часть разговора, о которой никто не говорит, часто определяет, как люди будут относиться к общению в целом. Это эмоциональная привязка без сценария. Даже в профессиональной среде, если использовать ее правильно, это может изменить атмосферу в комнате. Быстрое рукопожатие обеими руками, легкое прикосновение к предплечью, когда говоришь спасибо. Это не уловки. Это напоминание. Они говорят нервной системе, этот человек добрый. Этот момент реален. И в личных отношениях эффект еще сильнее. Прикосновение вызывает доверие быстрее, чем слова. Когда кто-то расстроен, вы можете сказать все правильные слова, но прикосновение к плечу во время паузы может сказать больше. Когда кто-то празднует, вы можете радоваться сколько угодно, но быстрое объятие может усилить радость. Удивительно, как что-то такое маленькое может так сильно влиять на эмоции. Это снова парадокс. Тело улавливает сигналы, которые не осознает разум. Легкое прикосновение не требует внимания. Но оно его удерживает. Оно не объясняет, оно просто передает информацию. Причина, по которой это так хорошо работает, в том, что это добавляет присутствие. Это доказывает, что вы здесь не только физически, но и эмоционально. И люди чувствуют разницу. Они могут забыть, что вы сказали. Они могут забыть, о чем был разговор, но они запомнят, что вы заставили их почувствовать, и это чувство отчасти было вызвано вашим жестом. Это подтверждают даже научные исследования. Они показывают, что легкое прикосновение повышает вероятность согласия. Оно вызывает чувство теплоты. Оно вызывает симпатию. Но только если оно короткое, естественное и уважительное. Если оно длится дольше, это отвлекает. Если оно длится меньше, оно теряется. Вы не пытаетесь доминировать. Вы не пытаетесь произвести впечатление. Вы просто успокаиваете человека самым естественным способом, с помощью легкого прикосновения. И что самое удивительное? Сила прикосновения зависит не от того, что чувствуете вы, а от того, что чувствует другой человек. Дело не в вашей уверенности, а в его комфорте. Вот в чем парадокс. Вы инициируете прикосновение, но пользу от него получает другой человек. И все же вы становитесь более симпатичным, вам больше доверяют, потому что их тело связывает этот момент уверенности с вами. Поэтому в следующий раз, когда вы будете с кем-то разговаривать, не старайтесь произвести впечатление. Постарайтесь установить контакт. Пусть ваше прикосновение будет искренним, пусть оно будет коротким, пусть оно соответствует энергии момента. Говорите меньше, прикасайтесь легко. И пусть этот жест, второй по счету, передаст то, что не может сказать ваш голос. Потому что это парадокс. В мире полном слов, самый маленький, самый тихий физический момент может оставить самое сильное эмоциональное впечатление. Техника эхо. Хотите, чтобы человек сразу почувствовал, что его понимают? Повторите мягко, с любопытством, как будто задавая вопрос, последние два-три слова, которые он только что сказал. Это звучит глупо, слишком просто. Но попробуйте. Они. Я был очень занят в последнее время. А вы? Тоже были заняты. И вдруг они начинают открываться. Да, в основном из-за работы. Сроки поджимают. А вы? Сроки поджимают? Теперь они начинают жаловаться, рассказывать, делиться тем, о чем вы даже не спрашивали. Вы не даете советов, не задаете вопросов. Вы просто повторяете, и люди чувствуют, что вы понимаете их на глубоком уровне. Вот что самое страшное. Это обходит их эмоциональную защиту.
Потому что, когда человек слышит, что его слова повторяют, его мозг воспринимает это как подтверждение. Он теряет бдительность, быстрее доверяет. Если использовать это с умом, то можно быстро установить контакт. Если использовать это в корыстных целях, можно управлять эмоциональным состоянием человека, и он даже не поймет почему. Хитрость в том, чтобы не злоупотреблять этим. Повторяйте каждое четвертое или пятое высказывание. Меняйте тон голоса. Смотрите мягко. Люди будут считать вас отличным собеседником, потому что вы просто повторяете их слова, и когда человек почувствует, что его слушают, он начнет тянуться к вам. Не потому, что вы сказали что-то важное, а потому, что вы умеете слушать так, что он не может устоять. Пауза в разговоре. Большинство людей не выносят молчания. В разговоре молчание кажется неловким, напряженным, неестественным. Поэтому молчание – один из самых мощных инструментов, которые вы можете использовать. Вот в чем хитрость. Задайте вопрос и ничего не говорите. Просто подождите. Они будут ерзать, суетиться. А потом заполнят тишину. Правдой. Потому что в такие моменты тишины люди начинают паниковать и говорят больше, чем собирались. Хотите, чтобы кто-то в чем-то признался? Пусть будет тишина. Хотите, чтобы кто-то рассказал, что он на самом деле чувствует? Спросите и подождите. Чуть дольше, чем обычно. В переговорах это жестоко. Вы делаете предложение, делаете паузу, и вдруг ваш собеседник начинает торговаться сам с собой. Он снижает цену, выдвигает новые условия, идет на уступки, просто чтобы заполнить пустоту, которую вы оставили. Человеческий мозг ищет решение. Когда есть свободное пространство, инстинкт подсказывает заполнить его. Но если вы умеете молчать, то контролируете ситуацию. Попробуйте. Большинство людей выдерживают 3 секунды. А вы? Вы выдерживаете 5, 7, 10 секунд. Чем дольше вы молчите, тем больше власти получаете. Не силой, не уговорами, а тем, что позволяете дискомфорту другого человека работать на вас. Это убеждение без давления, контроль без усилий. Влияние, рожденное из спокойствия. Ловушка ложного выбора, когда вы хотите, чтобы человек выбрал вариант А, но не можете просто сказать ему об этом, потому что это прозвучит слишком настойчиво. Поэтому вместо этого вы создаете ловушку. Даете человеку выбор, где каждый путь ведет туда, куда вам нужно. Вместо того, чтобы спросить, могу я записать вас на вторник, скажите, вы бы предпочли вторник или четверг? Внезапно это уже не вопрос «если», а вопрос «когда». Иллюзия выбора заставляет людей чувствовать себя независимыми, хотя на самом деле вы сузили их возможности до тех, которые выгодны вам. Это используется повсюду. В воспитании детей. Ты будешь чистить зубы сейчас или после сказки? Руководство, мы должны закончить план сегодня или завтра с утра. Продажи. Вы хотите обычную упаковку или премиум? Гениальность этого метода в том, что он не требует ничего. Нет, этого даже не предлагается. А теперь самое жуткое. Чем умнее или увереннее в себе человек, тем лучше это работает, потому что он не хочет чувствовать себя под контролем. Ложный выбор позволяет им защитить свое эго, делая именно то, что вы задумали. Но будьте осторожны. Если использовать его слишком часто, люди это заметят. Они могут почувствовать, что ими манипулируют, и если доверие будет подорвано, восстановить его будет сложно. Но если использовать его с умом, это не просто эффективно. Это хирургически точно. Инструмент, который направляет поведение, заставляя других думать, что идея была их собственной. Зеркало признания. Есть одна малоизвестная правда о людях. Если вы признаетесь в чем-то личном, они чувствуют необходимость ответить вам тем же. Этот трюк очень тонкий, но он работает. Скажи что-нибудь вроде «Я всегда нервничаю в толпе, даже если притворяюсь, что это не так. Посмотри, что происходит». Человек рядом с тобой начинает зеркалить. Да, я тоже ненавижу светские мероприятия. Я устаю уже через 10 минут. Ты просто разрушил их защиту, даже не прикасаясь к ним. Почему? Потому что люди запрограммированы на поддержание социального равновесия. Когда ты говоришь что-то эмоционально честное, это создает психологический дисбаланс. Человек подсознательно чувствует, что ему нужно уравновесить момент, ответив тем же. Еще сильнее это работает, если говорить тише,
смотреть в глаза и не ждать ответа. Чем меньше давления ты оказываешь, тем больше они раскрываются. И вот тут становится жутко. Это может заставить людей признаться в том, чего они никогда не хотели говорить. В страхах, желаниях, вине, обиде. Ты запустил цикл сближения. Политики, следователи и мошенники используют это. А еще эмпаты и психотерапевты. Это лезвие, которое режет в обе стороны. Прекрасное для установления контакта. Ужасное для манипуляций. И что самое страшное, когда кто-то зеркалит твое признание, он чувствует себя ближе к тебе, чем ты к нему. Потому что зеркало не просто отражает, оно впитывает. Добро пожаловать в первый парадокс. Начнем с простого, но умопомрачительного вопроса. Как сказать «скажи»? Это парадокс, который живет в тишине, трюк, который кажется слишком пустым, чтобы сработать. И все же он может перевернуть разговор с ног на голову. Подумай об этом. Ты задаешь кому-то сложный вопрос. Почему ты солгал? Или что ты скрываешь от меня? А потом. Ты замолкаешь. Просто. Никаких слов, никакого спасения, никакого смягчения удара, никакого заполнения паузы. Просто тишина. Ничто и все. Пауза, которая имеет силу. Смотри. И тут происходит нечто странное. Эта тишина начинает говорить громко. Не тебе, а им. Их разум начинает лихорадочно соображать. Почему он ничего не говорит? О чем она сейчас думает? Мне нужно еще что-то объяснять. Мозг ненавидит эту неопределенность. Он паникует, тишина затягивается, становится неловкой, неудобной, невыносимой. И вдруг они начинают говорить, объяснять, признаваться, изливать душу. Ты даже не шелохнулся, не повысил голос, просто замолчал. Вот в чем парадокс. Ты все контролировал, ничего не делая. Это нелогично. Нас учат быть напористыми, отстаивать свою точку зрения, заполнять тишину логикой, аргументами и огнем. Но это совсем другое. Это сдержанность. А сдержанность не кажется сильной, пока ты ее не используешь. Вот почему этот парадокс так глубоко проникает в сознание. Молчание не означает ничего. Оно означает ожидание. И ожидание заставляет людей задуматься. Они заполняют пробелы, придают смысл, предполагают осуждение, неодобрение, любопытство, угрозу. Ты просто замолчал. И они испытали бурю эмоций. А вот и настоящий поворот. Чем меньше ты говоришь, тем больше они слышат. Это инверсия. Мы верим, что чтобы быть услышанными, мы должны говорить больше, но на самом деле человеческий мозг ненавидит неопределенность. Он жаждет ясности. Поэтому, если ты задаешь кому-то острый вопрос и следуешь за ним молчанием, их разум не успокоится, пока молчание не будет нарушено. Вот тогда правда и выплывет наружу. Это как зеркало. Не физическое, а мысленное. Пауза отражает их мысли, и в этом отражении правда становится громче. Они начинают отвечать на вопросы, которые ты даже не задавал. Их разум говорит: «Мне нужно нарушить эту тишину. Мне нужно объясниться. Мне нужно защитить себя». И тогда они открывают дверь. Пауза – это не уловка. Это точка давления. Важно то, что происходит после паузы. Вопрос звучит резко. Пауза усиливает его эффект. Это как барабанная дробь. Ты слышишь не только удар, но и эхо. Теперь давайте разберемся, почему эта тишина обладает такой силой. Потому что в обществе тишина – редкость. Мы привыкли к шуму. Мы заполняем любую паузу чем-то. Словами, шутками, объяснениями, оправданиями. Поэтому, когда кто-то решается промолчать, правила меняются. Это означает контроль, уверенность, спокойствие. И нет ничего более пугающего, чем человек, который сохраняет спокойствие в напряженной ситуации. Это как в покере. Парень, который не моргает, не ерзает, просто молча смотрит на тебя после смелого хода. Вот кого стоит бояться. Потому что ты не знаешь, о чем он думает. Вот что делает пауза. Она создает тайну, а тайна всегда приводит к действию. Тебе даже не нужно ничего делать. Они сделают это сами. Но вот в чем дело. Люди часто думают, что разговор дает им контроль. Но настоящий контроль в том, что ты можешь не говорить.
Молчание становится преимуществом. Пауза становится проверкой. Будут ли они сохранять спокойствие? Будут ли они защищаться? Скажут ли они что-то, чего не хотели говорить? Ты узнаешь правду не тогда, когда надавишь сильнее, а когда отступишь. Это как рыбалка. Ты не сразу дергаешь удочку. Ты ждешь, ты чувствуешь, ты позволяешь напряжению нарастать. Пауза – это напряжение, а напряжение всегда ищет выход. И этот выход – слова. Но не пойми меня неправильно. Молчание – это не пассивность, это активность. Это намеренность, это хирургическое вмешательство. Ты молчишь не потому, что тебе нечего сказать, а потому, что им есть что сказать, и ты даешь им возможность это сказать. Вот почему пауза так парадоксальна. Она громкая в своей тишине. Это так по-мужски быть спокойным и сдержанным. Мир учит нас быстро реагировать, много говорить и брать ситуацию под контроль силой. Паузы помогают нам взять себя в руки, использовать молчание как оружие, и тишина становится силой, которую невозможно игнорировать. Это также обезоруживает. Когда кто-то ожидает драки, а вместо этого видит спокойствие, его бдительность ослабевает, он теряет ритм. И в этот момент правда выходит наружу. Люди меньше фильтруют информацию, когда пытаются исправить ситуацию, которая кажется неправильной. Неловкое молчание кажется очень неправильным, поэтому они начинают суетиться. И в этой суете они выдают себя. А теперь представьте, что вы используете это в повседневной жизни. Во время переговоров сделайте паузу, когда вам называют цену. Просто посмотрите на собеседника. Подождите, не отвечайте. В отношениях сделайте паузу, когда спрашиваете: «Ты действительно так думаешь?» Во время спора сделайте паузу, когда говорите: «Я не это имел в виду». Не пытайтесь выиграть, повышая голос. Дайте собеседнику возможность высказаться. И он это сделает, потому что молчание причиняет боль. Оно зудит, растягивает нервы. И в этот момент маска спадает. Вы не пытаетесь манипулировать. Вы ведете себя стратегически. Вы создаете пространство для того, чтобы правда вышла наружу. Вы позволяете дискомфорту сделать свою работу, и в этом суть парадокса. В мире, где люди избегают неловкого молчания, вы смело идете ему навстречу и позволяете им сбежать. Так что в следующий раз, когда вам понадобится правда, не гонитесь за ней. Просто создайте паузу, задайте вопрос, выскажите свое мнение, а потом ничего не говорите. Добро пожаловать в следующий парадокс, который заключается в том, что если вы хотите, чтобы кто-то вам помог, он будет вас больше уважать. Сначала это кажется бессмысленным. Мы думаем, что если хотим понравиться людям, то должны им помогать. Мы должны помогать, поддерживать, предлагать помощь. В этом и заключается дружба, верно? Но это переворачивает все с ног на голову. Это значит, что не нужно помогать, нужно просить, не нужно служить, нужно получать. Потому что, когда кто-то делает для тебя что-то маленькое, в его голове происходит что-то странное. Он начинает любить тебя больше не за то, что ты ему дал, а за то, что он дал тебе. Это эффект Бенджамина Франклина, и это полная противоположность логике. Франклин сам это заметил. У него был соперник в политике, человек, который его не любил. Вместо того, чтобы пытаться завоевать его расположение добротой или услугами, Франклин сделал смелый шаг. Он попросил у этого человека редкую книгу. Всего лишь небольшую просьбу. Мужчина согласился. Франклин поблагодарил его и позже вернул книгу. Но после этого их отношения изменились. Мужчина стал относиться к нему теплее. Он даже стал его другом. Не потому, что Франклин что-то дал, а потому, что он что-то попросил. Здесь кроется парадокс. Когда мы помогаем кому-то, мы начинаем испытывать симпатию к этому человеку. Наш мозг не любит противоречия. Поэтому, если мы помогаем кому-то, хотя не обязаны этого делать, наш разум пытается найти этому объяснение. Зачем я это сделал? Должно быть, мне нравится этот человек. В противном случае, зачем мне помогать ему? Помощь оправдывает наши чувства, даже если раньше их не было. Мы помогаем людям не потому, что они нам нравятся. Мы начинаем нравиться людям, потому что помогаем им. Это и есть парадокс, и разум делает это незаметно. Вы просите о небольшой услуге, о карандаше, совете, простом мнении. Вам говорят «да», и это «да» начинает тянуть за собой что-то большее. Человек начинает рассказывать себе историю.
Я помогаю ему, значит, я должен его ценить. Он должен быть достоин моего времени. И вот так, без всяких усилий, возникает взаимопонимание, но не потому, что ты что-то даешь, а потому, что ты что-то получаешь. Это не манипуляция. Это заложено в человеческой природе. Разум хочет оставаться последовательным, поэтому если мы поступаем хорошо, мы подстраиваем свои убеждения под свое поведение. Если я помог тебе, значит, я должен испытывать к тебе какие-то положительные чувства. Иначе мои действия не имели бы смысла. Вот в чем сила этого парадокса. Он не основан на обаянии, богатстве или умных словах. Он основан на простом маленьком поступке, просьбе, и когда ты просишь, ты даешь другому человеку возможность войти в эту историю. Но заметьте, это работает только в том случае, если просьба небольшая. Если ты просишь слишком многого, это похоже на сделку. Это возвращает нас к логике. Я сделал это, потому что должен был. Но небольшая просьба, она остается незамеченной, она проходит мимо защиты, она кажется незначительной, пока не становится важной. Потому что теперь они вложили что-то в тебя. Момент, выбор, частичку себя. И как только кто-то вкладывается в тебя, он подсознательно хочет получить что-то взамен, но не от тебя, а от себя. Это эмоциональный возврат, основанный на самоопределении. Я тот, кто помогает хорошим людям, поэтому если я помог тебе, значит ты хороший человек. Видишь, как это работает? Ты не доказываешь им свою ценность. Они сами решают, чего ты стоишь, потому что помогли тебе. Вот почему эффект Бенджамина Франклина так парадоксален. Ты получаешь больше, когда берешь немного, чем когда отдаешь много. И людям трудно это принять. Мы хотим произвести впечатление, мы хотим быть щедрыми, мы хотим заслужить чью-то любовь. Но этот эффект говорит: остановись. Перестань пытаться давать. Попробуй попросить. Просто чтобы дать другому человеку почувствовать, что он сделал что-то значимое для тебя. И чем больше они делают, тем больше им хочется тебе нравиться. Это замкнутый круг, самоподдерживающаяся петля. Они помогают, им это нравится. Они помогают снова, и им нравится еще больше. И все это не выглядит вынужденным, потому что их собственные действия убеждают их. Это переворачивает с ног на голову обычные правила общения. Подумай, как большинство людей пытаются наладить контакт. Они предлагают помощь, они стараются завоевать расположение, жертвуя чем-то. Но это может казаться нечестным. Это может даже заставить другого человека чувствовать себя виноватым или сопротивляться. Потому что когда тебе помогают, возникает чувство долга. Но когда они помогают тебе, это чувство меняется. Теперь они чувствуют, что у них есть выбор. Они видят, что ты стоишь того, чтобы выбрать тебя. И это чувство растет. Не из-за того, что ты сделал, а из-за того, что ты позволил им сделать. Вот почему великие лидеры и общительные люди используют это, даже не осознавая этого. Они спрашивают мнения. Они просят совета.